Всем привет, ребят! В прошлом ролике я говорил, что мы еще немножко попрактикуемся с вами в Tailwind к более таким приближенным к реальности проектам. И сегодня я выбрал как раз таки такой макет нашел. Это бесплатный макет с Figma Community, поэтому ссылку на него я прикреплю ниже, и вы сможете тоже попрактиковаться. И здесь, что я имел в виду под приближенным? Ну, во-первых, тут мы сделаем, конечно же, да, адаптивное меню под мобильное, там, бургер и так далее, как все же было красиво. Дальше у нас вот тут вот будут некие такие табы, которые мы будем переключать, это все будет работать. Дальше тут обычная секция, ничего интересного. И здесь я еще дорисовал вот так вот буквально одну секцию с аккордеоном, который тоже сделаем, чтобы попрактиковаться более-менее как в реальных проектах. Для этого я создал новый просто пустой проект и давайте приступать. Так, сюда, Tailwind, Get Started. Во-первых, ставим тут npm init-y, то есть инициализируем package.json. Дальше ставим tailwind. Есть. Дальше нам потребуется сконфигурировать конфиг, то есть создать его. Выполняем эту команду. В конфиге меняем контент, потому что такая структура меня устраивает, поэтому я меняю прямо на стандартную. Чтобы это все работало, мы теперь должны создать папочку src и работать внутри нее. src. Там у нас будет index.html. Там у нас будет папочка CSS. Там у нас будет папочка JS. И там будет папочка Assets. Какие-нибудь будут тут приколы. Так, индекс разворачиваем. И теперь нам нужно... Давайте будем следовать дальше инструкции. Нам нужно в input CSS добавить эти три директивы. Мы создадим наш файлик инпута input.css внутри папочки CSS. Добавим эти директивы. И дальше нам нужно немножко отредактировать команду запуска Tailwind. Мы идем в package.json. Тут я ставлю dev. Меня устраивает такая команда. И добавляем ту строчку, которую мы скопировали. Здесь идет путь src input css, но мы добавили папочку css, поэтому нам нужно добавить, то есть эту папочку css и дальше файлик input. По поводу выходного файла, который будем подключать к страничке, меня тоже устраивает полностью такой путь, пускай он в src прям и лежит. То есть у нас будет выходной файл в папочке src, css и называться будет output css. Это тот файл, который нам нужно теперь подключить к страничке. Мы сюда идем, link css output.css. Сохраняем. Есть. Что у нас там дальше? Дальше мы можем уже проверять. Давайте добавим параграф сюда в базе. Сохраним и запустим. npm run dev. И, конечно же, go live. Нам нужен live сервер. Здесь я это копирую. Как видите, уже работает. И вот тут мы это добавим. Так, Safari можно закрыть. Работает. Теперь еще один нюанс. Еще один нюанс это то, что у меня заработал притир. Кто смотрел прошлый ролик, я там объяснял, как сделать так, чтобы притир форматировал классы, но в автоматическом режиме, если это не работает. Сейчас я это все пофиксил. Проблема была в том, что у меня в VS Code не было никаких плагинов на форматирование, кроме притира, но в настройках, то есть в settings JSON, то есть в настройках VS Code, была одна настройка, которая мне все перебивала, из-за этого притир у меня не работал. Теперь у меня притир работает, и мы можем в этом убедиться. Мы заходим, мы нашли притир, мы переходим на GitHub, мы сейчас его установим, притир для Tailwind. Вот тут есть команда, как установить его, копируем ее. Давайте пока остановим проект. Устанавливаем притир. Так, притир установился, теперь можем обратно запустить. Мне больше ничего делать не нужно. npm run dev. Убедимся, что у нас все не сломалось, все работает, все работает. И теперь, если я добавлю какой-нибудь, например, small text red 300, сохраню, и вы можете видеть, что все нормально отформатировалось в автоматическом режиме, и мне больше ничего придумывать не нужно. Так, есть. Давайте теперь к проекту. В первую очередь я открыл шрифты, которые тут используются, и мы тут видим, что тут Poppins и Montserrat. Тут уже два шрифта, в отличие от прошлого урока, где был один. И давайте посмотрим, как мы можем с этим взаимодействовать, когда у нас несколько шрифтов. Мы идем на Google Fonts. Так, давайте тут я вернусь на всякий случай назад, может пригодиться еще. Здесь у нас Poppins.
Так, у нас там semi-bold, regular, medium и bold. То есть у нас идет сначала regular, потом medium, semi-bold и bold. И также второй шрифтом Montserrat, semi-bold и medium. То есть мы можем нажать сюда. Montserrat. И там medium и semi-bold. Копируем. Ссылочки HTML нам можно сюда не суть. Добавляем. А теперь как мы будем с вот этой вот всей историей. Смотрите. Есть несколько вариантов. Давайте мы рассмотрим один из. Мы экстендим тему font family. Это у нас объект. Здесь у нас будет первый. Это Poppins. Дальше мы помним, что в формате массива строк мы добавляем эти значения. Копируем Poppins. И вот это вот тоже как строку. Ставим запятую. И дальше у нас будет Montserrat. И такая же манипуляция. Мы просто копируем эти значения. И последнее помещаем, делаем строкой. Теперь мы можем пойти в input. И здесь просто расширить наш класс layer, base. Нам нужен элемент body. Сейчас я объясню, что я хочу сделать. Смотрите, в данном случае это, конечно, не обязательно. Но, допустим, представим, что у нас много страниц на сайте. То есть у нас не одна страница, а много страниц. И у нас есть какой-то основной шрифт. Мы видим, что тут как бы Poppins явно выделяется, что он основной. И чтобы для всех страниц задать один раз где-то в одном месте, что у нас основной Poppins, мы можем, если одна страница, можем тут прям задать вот так вот, класс и фонд Poppins. Он у нас уже добавился. То есть он у нас есть. Но это будет для одной. Если будет новая страница, нам придется в баде не забыть это добавить. Поэтому лучше расширить. И мы сюда просто apply фонд Poppins. Сохраняем и давайте посмотрим, применилось ли. Обновим. Есть, обновилось. Отлично. А по поводу второго шрифта мы уже вернемся, когда будет необходимость. Итак, что у нас тут есть? Во-первых, у нас есть такой бэкграунд. Я сразу предлагаю его вынести в переменную. Так, еще раз. Вот так. И этот градиент мы тоже расширим тему. Мы экстендим. Это будет background image. Это пускай называется просто градиент. Или давайте hero градиент. И мы добавляем это как строку. И дальше мы сможем это использовать. Отлично. Теперь по поводу цветов. Я хочу сразу сказать, что я этот макет еще не делал. Я просто его просмотрел, но я его не верстал. Поэтому сейчас будет все первый раз. Ну, что я тут заметил? Тут, во-первых, нет какого-то одного общего контейнера. Здесь все секции, давайте посмотрим вот на примере первой. Первая шириной 1336. Вот тут 1073. Вот тут 1168. Вот тут 1050. То есть тут нет смысла делать какой-то общий контейнер, и мы будем подстраиваться этим контейнером уже к каждой секции. То есть у нас не будет какого-то общего класса контейнер, как мы всегда это делаем. Второе, тут не соблюдены, ну как, здесь нет четких правильных отступов, которые подходили бы под сетку Tailwind, то есть там отступы, я имею в виду, между элементами и так далее, марджины, паддинги и тому подобное. Также тут очень мало повторяющихся цветов. По сути, здесь только один цвет, который повторяется. Это вот этот фиолетовый. Мы его и вынесем. Вот так. И мы сделаем colors. Это пускай будет blue violet. Так, еще раз. Это единственный цвет, который нам, наверное, потребуется, потому что остальные... Нет, еще может быть текста. Остальные, тут видите, и ситуация в том, тут цвет 666, здесь 666, вот тут, допустим, уже не 666, тут уже... тут 666. Где-то я видел, тоже листал, вот тут. Тут уже другой. Ну вот этот грей, я бы его вынес. Видите, тут уже 7878. Здесь
666. Ну, давайте его вынесем, и это будет у нас как light gray. Light gray. Вот так. Мы его добавим. А остальные просто у нас не повторяются, везде разные, и мы их будем просто уже вручную вбивать. Ну, а черные и белые у нас есть в Tailwind, и нам это не нужно. Что ж, подготовительная часть пока что закончена. Дальше, может быть, я что-то еще найду, мы еще расширим этот макет. Нет. Еще, конечно же, нам нужно в теме Screens добавить размеры экранов, так как адаптив мы будем делать, опять-таки, Desktop First, потому что, во-первых, я его люблю больше, а во-вторых, у нас просто нет мобильной версии. Поэтому Screens у нас будет Large. Мы говорим, что это будет Max. Сколько здесь у нас будет? Large давайте будет 1200 px. Давайте вот так. Тут запятую, конечно же. Есть. Large. Дальше у нас будет Medium. MD. Это будет... Давайте, знаете, как сделаем? 1999,99. Вот так у нас будет. Medium это 992. То есть мы делаем 991,99 px. Дальше будет Small. Это то, что будет меньше 768. Вот так вот. Тут будет, получается, 767. И давайте сделаем XS. XS. Это будет 480 какой-нибудь. И 479 соответственно. Вот так. Окей. С этим вроде бы норм. И можем приступать. Удаляем заголовок. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть какая-то общая оболочка. Поэтому давайте это будет какой-нибудь section. Внутри будет навигация. То есть мы делаем header. Внутри него будет какое-нибудь лого. Давайте прям сразу вытащим SVG-шку эту. Лого. Дальше будет меню Desktop. Это будет nav. Внутри будет UL с лишками, умноженный там, по-моему, на 4. И где будет тег A. Хотя, в принципе, нам это пока не надо. Мы просто одну стиль сделаем, и потом просто продублируем. Давайте вот так вот. Courses. И дальше у нас еще вот такие, допустим, это будут actions. Я называю actions. Это у нас будет просто div, где у нас будет тоже A, внутри которого будет span с аккаунтом и svg. Картинка. Copy S и SVG. И таких будет action 2. То есть мы можем скопировать, вставить. И вторая будет cart. Мы не будем делать реализацию добавления в корзину. Потому что я не люблю все это дело. Кто смотрит мои ролики, знает, что я никогда не верстаю e-commerce и прочее. Это просто сейчас я взял для примера. Но мы тут добавление в корзину делать не будем. Так, давайте посмотрим. Так, карт вроде бы есть. Теперь, что нам нужно сделать? Во-первых, наш section мы добавили градиент, поэтому bg hero gradient. Сохраняем, смотрим, все сработало, градиент у нас отрабатывает. Отлично. Дальше header. У хедера есть какая-то ширина 1336. Поэтому мы можем прям хедеру сделать класс max width 1336 px, потому что такого значения нет. И нам нужно его поставить по центру, поэтому мы делаем mx auto. Теперь он у нас по центру. Также мы можем сделать сразу flex и justify center. Ой, justify between. Вот так вот. Теперь что нам нужно сделать? Есть у него какой-то padding top 35. Ну, давайте только топы оставим. Мы делаем padding
топ 35px. Сработало. Отлично. Теперь по поводу менюшки. По поводу менюшки поехали сюда. У нас тут есть font weight 500, font size 15, line height 22. Повторим. Класс font medium, чтобы сделать 500. Дальше там font size 15. Это текст. У нас нет такого значения, поэтому ставим 15 пикселей. И leading это line height 22px. У нас тоже такого, скорее всего, нет. Может, есть. Давайте проверим. Я просто это вырежу. Так. 20. Ну да, это будет 24. 22 на 4 не делится, как я изначально сказал. Вот так. И текст white. Есть. Теперь можем это все дублировать, вот эти лишки. 1, 2, 3, 4. У нас их 4 штучки, поэтому мы дальше берем и переносим просто значение. About. И там что-то еще было. Вот так. Теперь UL-ка. Flex. Items. Центр на всякий. И какой-то гэп у них есть. 30 пикселей. Гэп 30px. Сохраняем. Смотрим. Сработало. Отлично. Теперь бы я еще повесил какой-то сюда ховер. Для этого давайте мы повесим пока только на первый. А дальше перенесем на остальные. Теперь мы, чтобы сделать ховер, во-первых, я сделаю relative. Потому что мы будем ховер делать через after. Потому что просто цветом заливать на градиенте, я не знаю, какой цвет сюда подобрать, чтобы оно было хорошо видно, не сливалось. Поэтому просто сделаем через after. Relative задали. Теперь after. Я так сразу скопирую. After absolute. After height сделаем 1 пиксель. After width full, то есть 100%. After left 0. After bottom 0. И after BG white, то есть он должен быть белым. Смотрим. Вот такая вот у нас появляется такое подчеркивание. Давайте сделаем bottom 1 и поставим знак минус. То есть минус bottom 1, чтобы немножко отодвинуть ее вниз. Вот так. Теперь, конечно, мы делаем следующим образом. Мы делаем after scale 0. Скрываем. Есть. Почему-то не хочет работать нормально live сервер. И теперь нам нужно при ховере показать этот after. То есть мы делаем hover, опять after и делаем scale 100. Это будет как scale 1. И также мы на after повесим transition и transform. Потому что если мы наведем на scale, мы увидим, что scale это transform с разными значениями. Но это как раз таки трансформ, что нам нужно. Возвращаемся сюда и при ховере у нас появляется вот такой вот, я думаю, довольно-таки приятный ховер. И теперь мы можем его скопировать. Во-первых, нам нужно будет добавить везде relative. Раз, два, три. Добавляем сюда relative. И также теперь нам нужно добавить все, что касается автора. То есть мы идем так вот сюда. Копируем. И добавим все эти авторы вот в эти ссылки. Сохраним. И вот у нас на каждом элементе есть ховер. Прекрасно. Тут он, я думаю, тут не нужен. Мне не нравится, когда вот такой ховер на элементах, где есть изображение. Там мы просто сделаем все то же самое. Смотрите, у нас ссылки, во-первых, текст и прочее одинаковые. То есть мы идем сюда, вот так вот, оп, класс, и добавляем этот мимо текст. No. Не так. У нас тут же есть span. Я забыл, что у нас тут есть span. То есть класс, и спану задаем этот класс. Есть. И тут то же самое. Мы в span, так вот класс,
И эти классы добавляем. Смотрим. Не сработало. Почему это не сработало? Текст white еще не сработал. Текст white. Теперь сохраняем. А вот теперь сработало. Теперь ашка. Мы класс делаем flex. Там какой-то gap есть. Но мы сейчас его посмотрим. Давайте items center. А gap мы сейчас проверим, какой тут gap. Gap 4, то есть gap 1 можем указать. Вот так вот. Gap 1. И всем экшенам тоже делаем класс flex items center на всякий. И тоже какой-то тут gap есть, но я не знаю какой. 30 пикселей тоже. 30 px. Сохраняем, смотрим. Есть. Давайте пока для примера мы вот тут сделаем height. Давайте 2000 px. Потом мы это все удалим, конечно же. Просто чтобы навигация у нас была более-менее похожа на правду. Вот так. Есть. Теперь дальше нам нужно сделать бургер меню. Самое интересное. Инспект. И поехали. Мы едем. Так, во-первых, паддинги. Паддинги нашему контейнеру я бы задал, начиная с large. То есть на large я бы сделал padding x. Ну, давайте, сколько у нас будет пикселей? Давайте 16 пикселей. Или давайте по 20 пикселей. То есть на large у нас уже будут паддинги. Отлично. Теперь на 9.9.2 я бы убрал вот эту вот историю. Large. MD. Hidden. Вот так. И до 7.6.8 я бы дотянул, чтобы на 7.6.8 уже вот тут класс. И это у нас small hidden. На 7.6.8 мы менюшку прячем. Случай есть, а тут уже нету. И теперь самое интересное — бургер меню. Вот так вот давайте, это будет бургер меню. Это будет button. Класс relative. Пускай у него будет height 30 px. Или давайте 20 px. Это будет 5. И width 30 px. Дальше у нас тут будет 3 спана. Span, span, span. У них будут общие какие-то классы. Класс. У них будет bg white общий. У них будет height 1 px. У них будет width 100%. Сохраним, посмотрим. Пока не видно. Height 1 px, bit full, bg white. Так, а ну-ка. Потому что им еще, наверное, нужно задать абсолют. Да. И теперь позиции для каждого элемента отдельно. Первый элемент у нас должен быть кверху, то есть у него будет топ 0. Вон он появился. Второй элемент топ 1/2, то есть 50%. И третий элемент bottom 0. Bottom 0. Сохраняем. Вот у нас получается он. Давайте мы сразу ему сделаем блок. И вот он у нас получается, скажите, я скажу, вот так, как нужно. Теперь нам нужно сделать его анимацию включения-выключения. Для этого мы помним, да, что мы можем вот тут задать класс group. И если у него будет какой-то класс, тогда мы этим элементом тоже будем изменять что-либо.
Давайте мы сразу добавим group и active. И теперь давайте для примера, если мы тут скажем, что если у group имеется класс active, то тогда здесь будет, допустим, bg red 400. Сохраняем, смотрим и видим, что оно стало красным. Тут не очень, наверное, видно, но вот там вот оно стало красным. Давайте bg blue, чтобы было лучше видно, 700. Вот, оно стало синим, то есть это отработало. То есть теперь по такому принципу нам нужно правильно спозиционировать и трансформировать все эти спаны, чтобы мы могли нормально сделать эту анимацию. Для этого первому элементу, когда у нас у бургера есть класс active, мы делаем translate y 2. Также мы сейчас будем просто копировать этот group active. Group active rotate 45 градусов. Смотрим. Возвращаемся. Вот оно перевернулось вот так. Вот оно вот так перевернулось. Второму элементу при group active делаем opacity 0. Сохраняем, смотрим. Он просто исчезает. И теперь нам нужно третий элемент тоже перевернуть и немножко вверх его. Также group active. Нам тут нужно подобрать минус translate y. И здесь давайте 10 пикселей укажем. Оп. Вот так. Мы его подвинули наполовину, потому что у нас всего высота 20 пикселей этого хедера, этого бургера. И чтобы наполовину его на центр сместить, мы его на 10 пикселей вверх смещаем. И дальше group active мы делаем минус rotate 45 градусов. Сохраняем. Смотрим. И вот так мы его наверное, тут не 10, а у нас же 11. Вот так, 11. Там же еще плюс-минус сам 1 пиксель высоты этого элемента. То есть вот так вот это, в принципе, выглядит ровно. Конечно же, мы добавим здесь транзишены на transition. Здесь будет на transform. А здесь мы добавим transition на opacity. Transition opacity. Сохраняем. И теперь active отсюда убираем. Давайте мы теперь сделаем ему ID burger и сохраним. Подключим, во-первых, создадим main.js, main.js и подключим JS. Вот сюда script JS main.js. Теперь в JS давайте мы сделаем function toggle menu. Запустим эту функцию сразу же. И здесь const, давайте burger, document, query selector. И мы выбираем его по ID. Я задал ему burger. Сохраняем. И теперь просто burger, class list, не так, burger, add event listener, мы слушаем клик, и при клике на бургер мы делаем toggle класса active. Сохраняем, возвращаемся сюда и проверяем. Оп, 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 оп. И все отлично сработало. Все отлично сработало. Но с паддингами что-то тут не задалось. Тут нужно его подвинуть. Тут нужно еще бургер подвинуть влево. Возвращаемся сюда, смотрим, что у нас тут есть. Translate y минус 2.
Тогда мы просто, что если мы добавим translate y0. Смотрим. Он у нас выехал. Нам нужно, чтобы он не выезжал. Как нам его вернуть обратно? Как нам его вернуть обратно? Давайте посмотрим, почему он выехал. И сейчас разберемся с вами. Бургер. Так, есть. Но они почему-то... А я не указал left 0. Я не указал left 0. Тогда давайте мы куда-нибудь добавим вот так вот. Left 0. Сохраняем. Вот. Теперь он стоит нормально, так как нужно и никуда не выезжает. И работает, в принципе, теперь невозможно. Вот тут все-таки надо вернуть 10. Сейчас посмотрим. Нет, все-таки 11. Все. И теперь у нас полностью рабочий бургер-меню. Рабочее бургер-меню. Единственное, что я бы вот этот, наверное, Transition Opacity убрал, чтобы оно просто появлялось вот так вот. Нет, все-таки добавим. Вот так. Вот так вот работает бургер-меню. Изначально его нужно скрыть. То есть он у нас будет hidden. А на этапе SM он у нас будет блок. Теперь у нас его нет. Скроллим, скроллим, скроллим. И вот он у нас появился. Отлично. Бургер, в принципе, готов. Я бы тут даже на SM сделал бы на SM padding top. Давайте сделаем 20 пикселей. Это 5. И вот так он будет смотреться. И на маленьком экране, в принципе, логотип я бы тоже не трогал. Оставил бы такого размера. Отлично. Теперь нам нужно сделать мобильную версию меню. Чтобы сделать мобильную версию меню, я начинаю привыкать, и мне нравится эта тема. Я делаю ее отдельным элементом. То есть это у нас будет... Давайте я не буду копировать, я просто создам новое. Все-таки. Это будет меню Mobile. Это тоже будет nav. Класс hidden. Ну давайте, пока я не буду указывать этот hidden. Он будет fixed. Left 0. Right 0. Или давайте так. Top 0. Width full. Или хотя нет, давайте right 0 и bottom 0. BG, какой у нас будет BG? Давайте попробуем тоже градиентом. Сохраним. Так, оно у нас как раз таки поверх получается. То есть бургер мы можем оставить вот так. И здесь просто добавить список. UL, внутри будет li, внутри будет a. Сохраняем. Тут у нас первое значение, первый элемент courses. Так. И давайте зададим ему тоже стиля. На мобильном я бы сделал, наверное, немножко побольше. Давайте текст MD. Фонд. А нет, текст. Текст. Наверное, нет LG. Вот так вот. 18. Давайте Excel все-таки. Excel. То есть 20 пикселей будет примерно. Текст white. Вот тут мы сделаем класс flex. Flex call. Вот так вот. Flex. Flex call. И какой-нибудь gap. Давайте 5, а дальше будет видно. Вот так. Конечно же, items центр. И justify тоже центр. Justify центр. То есть это, точнее, это не тут. Justify центр мы убираем. А вот тут мы делаем margin auto. Сработает? Нет, margin auto не сработает, потому что нам нужно добавить
какой-то... Давайте это сделаем flex. Flex или flex. Justify центр. Items центр. Таким образом мы разместим все это по центру. Теперь можем скопировать раз, два, три, четыре. Добавить остальные пункты меню. Сохраняем, смотрим. Вот так. Гэпа я добавил бы немножко даже побольше. 10. Вот так. И в принципе в таком бы формате я это и оставил. Теперь мы делаем это hidden. И теперь оно будет ругаться. Мы можем теперь убрать flex. Мы уже все настроили. Вот так. И оно теперь будет ругаться. Дальше нам нужно сделать так, чтобы оно не ругалось и все работало прекрасно. И чтобы все это работало так, как нужно, идем в JS. Здесь у нас есть бургер. Нам еще теперь нужно как-то получить этот mobile меню. Поэтому я тоже добавлю ID-шник, mobile меню. И сохраним. Скопирую этот ID-шник сюда. Создадим переменную const меню равно document query selector. И мы его выбираем тоже по ID-шнику. И также мы укажем body здесь. Const body равно document query selector. И возьмем просто элемент body. Теперь, что мы будем делать? Во-первых, мы при клике на бургер, нам нужно убрать класс hidden. Мы здесь указывали класс hidden. То есть мы при клике на бургер можем делать меню, класс list, toggle и просто переключать hidden. В тот момент, когда мы переключаем hidden, то есть сейчас у нас есть hidden, нам нужно в этот же момент добавить flex класс. Поэтому мы также дополнительно переключаем класс flex. Мы, получается, кликаем на бургер. Мы здесь отключаем hidden и включаем класс flex. При повторном нажатии мы делаем все наоборот. Мы включаем hidden и выключаем flex. Смотрим, обновим страничку и кликая сюда, мы видим, что у нас бургер теперь полностью рабочий. Для чего мы принимали body? Смотрите, если мы сейчас кликаем на бургер, мы внутри можем скроллить. Если мы видим на этот значок, мы видим, что мы скроллим. У нас body скроллится, если у нас там есть какой-то контент, если бы у нас, допустим, было меню там полупрозрачное, мы могли скроллить, и это не подходит. Поэтому мы берем body, класс list, toggle, и есть такой класс overflow hidden. Таким образом, сейчас, если мы нажимаем на активность нашего меню и начинаем скроллить, мы не можем скроллить. И когда мы выключаем, то мы нормально себе скроллим. И еще один нюанс. Смотрите, в таком случае, если мы сейчас будем просто ресайзить, оп, у нас все сломалось. У нас все поломалось, сейчас все вернулось, то есть можем закрыть, а сейчас не можем. Это, конечно, ну, на практике такое ты встретишь, не встретишь, вряд ли, наверное. Но все равно, вот чтобы такой истории не было, мы можем сделать следующее. Мы делаем window add event listener на событие resize. И все, что нам тут нужно, это исправить правильно все классы, все значения. Во-первых, мы берем меню, класс list, add и ему добавляем hidden, то есть тот класс, который нужен изначально. И также мы удаляем, то есть мы удаляем класс flex. Дальше бургеру. Бургер, класс list, мы ему удаляем класс active. И body мы удаляем класс overflow hidden. Но этого будет не совсем достаточно, потому что, смотрите, я сейчас сохраню это, идем сюда. В принципе, это уже будет немножко работать. Мы нажимаем сюда, начинаем ресайзить, и все выключается. Еще раз включаем, ресайзим, выключается. Но проблема в том, что оно выключается сразу же при ресайзе. А я хотел бы, чтобы оно выключалось при ресайзе, когда мы выходим за пределы видимости бургера. То есть на 7, 7, 8. Для этого мы, вместо того, чтобы сразу это все делать, мы сделаем проверку, что если window inner width больше, чем наш breakpoint, в нашем случае это 7, сколько там у нас был? 767.999, то есть 767.99, то в таком случае мы будем делать все эти манипуляции. Теперь мы
включаем бургер, начинаем ресайзить, все отлично работает, ничего не пропадает. И на этапе 7, 6, 8, когда у нас бургер должен исчезать, оно все исчезает. И возвращаясь сюда, все отлично работает заново и все прекрасно. Так, ну в принципе, ребят, с навигацией мы закончили и можем передвигаться к секции Hero. Так, по поводу секции Hero. Здесь все не очень понятно, но давайте разбираться. Здесь картинка вот такая неровная, я бы ее обрезал. Вот так. Вот так. Ну, хотя бы так. Вот так вот мы картинку обрезали. И здесь, что если мы сделаем просто, сколько здесь? 1250. Но мы его как-то сделаем по центру. Давайте мы сделаем это общим каким-то контейнером. Идем сюда. В принципе, хедер можем закрыть. Это вот так будет. Хедер. Дальше будет section 1. Вот так. Ну, давайте hero, а дальше будет так, как надо. Section. Сразу flex. Я думаю, как это сделать, флексами или гридами. Давайте попробуем через гриды. Grid calls 2. И здесь будет div и div. Во второй div мы добавим картинку. Мы вытащим эту картинку как PNG Sally. Так, у нас это desktop Tailwind Landing src assets. И давайте это будет hero img. Мы добавим сюда img assets hero img. Здесь будет img. А сюда, в этот элемент, у нас там будет h1 с вот таким заголовком. Дальше будет какой-нибудь p с лорем, ipsum, текстом. И дальше кнопки. По поводу кнопок. Есть ли нам тут смысл делать какую-то общую кнопку? Типа класс btn, который будем добавлять везде. Я так смотрю, он вроде бы смысл-то и есть, но только на semi-bold, medium. Да нету смысла. Только на border radius получается, потому что у нас здесь она белая с розовым, здесь просто белая с этим, здесь фиолетовая, здесь другая фиолетовая. То есть нет какого-то общего класса. То есть если общий класс делать, то только для border радиуса. Но это не очень логично, поэтому мы не будем делать никакого общего класса для кнопок. Если бы все кнопки были одного стиля, конечно же, мы там вынесли бы, типа, создали бы вот тут через layer, здесь components, мы создали бы какой-нибудь класс, вот так вот, btn, и у которого был бы общий, да, общие стили, которые мы потом смогли просто переиспользовать. Но поскольку у нас все кнопки разные, мы этого делать не будем. Макет такой, что нам, в принципе, это делать не нужно. Значит, у нас тут дальше заголовок текст, там будет div с классом flex, где будут две кнопки. Flex — это у нас ссылки, то есть А. У нас тут будет вот так. А вторая кнопка у нас вот так. Есть. Давайте на всякий сделаем items center. Теперь максимальная ширина контейнера там была 1250. Мы делаем, значит, вот тут max width 1250 px и mx auto. Смотрим. Вроде сработало. Вроде бы сработало. Так, вернем 75%. Вот так. Я бы это сделал еще items center здесь. Все-таки я бы это... Или нет? Или... Ну ладно, давайте пока от макета. 126. 126, мне кажется, не делится. Padding top. Ну давайте посмотрим. Ну,
36, 144, 32. Почему-то подсказки. 128. Ну, давайте вот так. 128. Ага, тогда мы всем элементам... В принципе, так и есть. В принципе, так и есть. Окей. Давайте теперь с заголовком. Что у нас тут по заголовку? Font weight. Так, шрифт Poppins основной. Font weight 700, 60 и 90. Мы можем сделать следующим образом. Класс текст white. Фонд 700 это bold. Текст 90. Такого, наверное, даже и нет. А может и есть. Почему-то у меня не работают подсказки. 96. А тогда 7XL, 72. Нет, видите, 90. Текст 90 px и leading. Или я что-то путаю? Текст 60. 60 px, а leading 90. 90 px. То есть это 90 это 150%, значит тут лидинг можно даже не указывать, и по умолчанию будет стоять normal. Это 150%. Есть. Теперь текст. Margin top 20, 422, 32. Тогда мы делаем класс текст white. Margin top 20 это 5. Текст 2XL это у нас будет сколько? 24. А у нас там 22, да, было? 22. Тогда 22 px и leading там 33, да, было? 33 px. То есть это тоже нормал. Мы можем его не указывать, можем указывать, это 150%. Вот так. Есть. 400, Poppins. Все отлично. Теперь кнопки. Кнопки Margin Top 31. Ну, мы сделаем, давайте, Margin Top 6. Или 8. Делаем 32. Теперь по кнопкам. Давайте кнопки. Margin Top есть. Первая кнопка Padding 1024. То есть мы можем сделать вот тут. Сразу делаем класс Padding Y 10 px. Padding X 6. Дальше background мы можем указать вот такой. BG вот так. И rounded XL это будет 12 пикселей. Смотрим. Есть. Теперь также тут добавляем текст white. И смотрим параметры текста. Poppins. Weight 600 это semi-bold. 16, 24. Это текст base, в принципе. Поэтому можем не указывать, он по стандарту стоит. И weight 600 это фонд. Это semi-bold. Сохраняем, смотрим. Есть. Теперь этим элементам надо дать gap 20. То есть мы вот тут, где давали flex, добавляем gap 20, это 5. Вот так. Теперь вторая кнопка. Паддинги такие же. То есть паддинги такие же. И текст white, наверное, тоже такой же. И rounded такой же. То есть мы сохраним это. Background здесь прозрачный. И фонд там, наверное, не semi-bold. Пока вот так. Фонд здесь medium. Текст white. Фонд medium. И border. Тут есть border. 1 пиксель просто белый. То есть мы можем сделать border. Border white. Сохраняем. Вот такой бордер у нас получается. Но за счет бордера нам нужно PY сделать 8. Это 2.
8, а было 10 по одному пикселю. Сейчас, или мне 44, 42. Ой-ой. А ну давайте 10 вернем. Может просто у меня 46, 44. Нам 2 пикселя нужно срезать. То есть 9 тогда мы делаем. У нас py 9 пикселей. Вот так. Тогда у нас кнопка будет 44 и вторая 44. А вот тут тогда нам нужно тоже py6 на 2 пикселя срезать. Это 24. Давайте мы сделаем 22. 22 по x. Мы тогда выровняем эту кнопочку по паддингам. Вот так. Теперь ховеры. Как нам теперь придумать ховеры? Давайте здесь будет ховер bg. Как нам от этого цвета? Мы сейчас сделаем вот так. И сделаем его немножко темнее. Вот так. И transition colors. Ну да, colors. Возвращаемся. Ну, цвет, конечно, не очень. Цвет не очень. Давайте куда-нибудь сюда, вот так. Или давайте не так. Давайте hover bg white. И color black. Только тоже это на hover. Вот так. Hover. Сохраняем. Текст black. Вот так. И вот такой ховер будет здесь. А здесь будет... в принципе, такой же. Мы будем полностью закрашивать и менять текст. То есть вот так. Вот так. Вот такой ховер тут будет. И теперь можно делать адаптив. Поехали. На large я бы тоже добавил. На large я бы добавил вот такой вот паддинг. Так. Header. Section Hero. На large я бы добавил вот такой паддинг. Ну и на large я бы уже изменял название, точнее заголовок. Я бы на large делал бы текст. Что мы тут будем делать? Как мы тут текст будем делать? 60. Давайте текст 4 XL. 36, наверное, маловато. Наверное, давайте 5 XL. Вот так. Текст 5 XL. Но мне не нравится. Так, а что по лидингу? Large, leading, normal. Тоже 150% будет. Вот так. Едем. Так, что-то, по-моему, у меня 48. Сработало. Я не заметил разницы, просто не очень. Так, я не вижу разницы здесь. 48. А почему large? Что у меня не сработает? LG. Max Width 1200. Почему у нас не сработал 48? Так, давайте уберем. Max Width
1900. 1100. То есть 1200 должен быть. Вот так. Теперь едем. Оп, на 1200 перепрыгнули. Отлично. Тогда тут на 1200 мы можем уже сделать... Во-первых, height можно уже убрать. И на 1200 это тоже large. Padding top давайте сделаем 20. Вот так. И какой-то padding bottom я бы добавил здесь. 100 пикселей, да? Padding bottom 100 px. Это без брейкпоинта, это просто добавляю. Чтобы вот так было. Так, на 1200 это уменьшили. Я бы еще уменьшил текст. На 1200 тогда мы вот тут делаем large. Текст large. Это у нас 18 пикселей. Хотя давайте XL все-таки. Вот так. На 9.9.2 можно, в принципе, еще текст уменьшить. Картинку я бы еще на 9.9.2 оставлял. Давайте на 9.9.2 мы еще уменьшим текст. То есть на MD мы делаем текст 3XL. Сохраняем. Может быть маловато. 4XL. И на MD leading normal. Вот так. Текст я бы тоже уже уменьшил на MD. То есть вот тут мы делаем MD текст large просто. Едем, 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 едем. И на 7.6.8 я бы это уже переворачивал. Для этого мы вот тут на small делаем grid calls 1. Вот так. Переносил бы я это по центру. Заголовок. Возможно, да, а возможно, нет. Так, во-первых, вот тут мы делаем на SM padding top 10. Вот так. Заголовок по центру нам нужно ставить или нет? Или просто кнопки разнести по всей ширине? Давайте мы пока с кнопками разберемся. Давайте мы сделаем такой вариант. SM grid calls 2. Вот тут в классах мы на SM width full. Width full. На SM flex. На SM justify center. Вот так. Я бы сделал вот так. Margin top я бы на SM уже. На SM margin top 4. Вот так. Может быть на SM немножко шрифт уменьшить у заголовка. Давайте на SM текст 3 XL. Вот так. И на SM уже сделаем leading 4. Это у нас будет 16 пикселей. 5. Вот так. Нет, не так. XL. Вот так. И на SM я бы еще, наверное, уменьшил. Что у нас по тексту? MD текст LG. И на SM у нас будет текст base. Вот так. На SM картинка. Класс. На SM мы делаем max width full. На SM мы делаем width full. И на SM мы делаем height H auto. Вот так. И на SM мы можем вот тут сделать класс
Хотя нет, давайте не так. Вот тут мы сделаем на SM gap 20, давайте 4, 16 пикселей, чтобы картинку немножко, или давайте 5. Ой, SM, где у нас gap был? Gap, пускай будет 5, 20 пикселей, чтобы картинку немножко отодвинуть. Хотя бы я вот тут немножко больше бы сделал. На SM Padding Knob не 10, а какой-нибудь, давайте 16. Вот так. Едем, 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 едем. И на 480 я бы кнопки уже сдвинул. То есть у нас 480 тоже есть такой breakpoint. Это у нас XS, Extra Small, XS. Это Grid Calls 1. Только что я тут задаю Grid Calls 1, Grid Calls 2, если у нас изначально это было флексом. Давайте мы просто добавим, что на SM это с флекса перекочует в Grid. Сохраняем. Смотрим. То есть тут нормально, как было там на флексах. То есть мы же можем использовать и флексы, и гриды, где нам удобно, как мы хотим. Это не значит, что если мы где-то в одном месте используем гриды, то мы не можем использовать флексы потом при каких-то условиях. И наоборот, то есть мы можем использовать все по необходимости. Так, 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 едем, 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 едем. Все нормально, нормально, нормально. И на 480 мы передвигаемся вот так. Только тут тогда бы я сделал на XS gap 2. Gap 2 в принципе нормально. Да и все, наверное. Так бы и оставил. Так бы и оставил. Меню работает. Не, ну может давайте gap 3. Вот так, gap 3. Я бы добавил gap 3. И таким образом у нас все это работает. Навигация работает. Все прекрасно. Можно еще вывести через этот индекс логотип. Давайте логотип тоже вынесем. Header, лого. И у него можем сделать класс z. Давайте 1px. Сколько тут надо? Ой, тут не надо px. Вот так. И все, у нас все работает, все прекрасно, логотип выводится, это выводится. Есть такое, и двигаемся дальше. Дальше. Нет, не двигаемся дальше. У нас тут еще border radius есть у этого элемента. 200 пикселей. То есть мы берем в этой секции. И тут нам нужно сделать rounded. Нам нужно bottom right. То есть right bottom или bottom right. И тут 200 px. Сохраняем. Смотрим. Все, есть. Так, 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 так. Ну, картинка вылезает. Я бы сделал еще overflow hidden. И картинка будет... Тут просто сама картинка, видите, там с какой-то полоской черной. И вот так вот теперь это выглядит. Теперь это же... О, давайте еще по поводу анимации. По поводу анимации поговорим, как добавить keyframe какой-нибудь в Tailwind. Давайте мы добавим какой-нибудь fade in. Пойдем сюда. Тоже есть разные варианты, но давайте мы через конфиг. То есть мы экстендим. Здесь есть поле keyframes. Это объект, где сперва нужно указать имя анимации. Допустим, у нас это будет fade in. Или давайте fade in. Вот так. Это тоже будет объект, где будет поле from и поле to. From будет opacity, мы будем opacity 0. Это, конечно же, объект. Вот так. И to, это тоже объект. Мы делаем opacity 1. Сохраняем. Keyframe мы создали. Теперь нужно саму анимацию добавить. То есть мы делаем animations. Так, еще раз. Запятую здесь. Animation. Все-таки не animation.
Здесь мы указываем название этой анимации. Ну, допустим, она будет тоже называться Fade In. И здесь будет 0,5 секунд. Is in out. Вот так. Теперь мы можем... То есть это keyframe. Мы создали keyframe fade in. Или давайте он будет называться все-таки вот так, чтобы мы немножко отличали. Fade in. И здесь будет анимация 0,5 секунд. Fade in. Easy in out. То есть, что мы тут получаем? Еще раз. Мы создали keyframe, который мы обычно создавали в CSS, да, вот так вот. Keyframe, там, fade in, и пошло-поехало. Мы его просто перенесли в конфиг. То есть мы создали fade in этот opacity 0 to opacity 1 и создали саму анимацию, что мы могли через Tailwind это использовать. Теперь мы идем сюда, и мобильное наше меню, где у нас есть класс, мы можем делать animate, и мы видим, что тут появилось fade in. Нажимаем fade in, сохраняем сюда, и теперь будет небольшой fade in эффект. Вот так. Только я бы уменьшил, конечно же, вот тут до хотя бы 0,3. Посмотрим, как будет 0,3. Ну, давайте 0,1. Вот так. Все, есть небольшая такая анимация. Таким образом, мы добавили keyframe, который можно, в принципе, потом расширять и использовать уже через конфиг нормально по всему проекту. Окей, двигаемся дальше. Дальше у нас есть какой-то тайтл, но он, по-моему, не такой, как тут. 44,62, 40,60. То есть он не такой, поэтому мы можем отдельно всю эту верстку сделать. Так, это давайте сделаем gradient bg. Все, дальше нам там не нужно быть. Section 2. Section. Внутри будет... Ну, можно делать контейнер 1073. Max width 1073 px. px и mx auto. Чтобы выставить это по центру. Что у нас тут дальше? Что у нас тут дальше? У нас тут заголовок какой-то идет. Давайте это будет h2 с вот таким текстом. Делаем класс 640 на 60. То есть мы можем сделать 600 это фонд semi-bold. Дальше текст 40 пикселей у нас такого нет. И 60, сколько там тоже, у нас такого значения тоже нет. 60 пикселей. Leading 60 px. Вот так. Так, текст. Color вот такой. То есть мы делаем текст вот так. И текст центр. Есть. 80 и 42. Ну, давайте сделаем padding top 10, padding bottom 20. Только не тут, конечно же, не тут. Паддинги мы задаем всей секции. Вот так вот, класс и паддинги для секции. Дальше у нас там есть 1, 2, 3, 4, 5. 5 элементов. В принципе, мы можем сделать следующим образом. Grid calls 5. Тут просто дивы, где у нас будут эти изображения. Это у нас SVG-шки или нет? Да, вроде SVG. Copy as SVG. То есть давайте 1, 2, 3, 4, 5. Еще раз. Copy as SVG. Раз. Copy as SVG. 2.
copy as svg 3. Повторяем эту историю еще. 4 и 5. Сохраняем. И вот так мы получаем. Теперь для этих элементов нам нужно все по центру выстроить. Можем опять здесь спокойно использовать flex. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Или у нас картинки можем делать текст-центр. Текст-центр. У них какой-то гэп есть. 100, 100, 100. То есть мы можем прямо тут задать гэп 100. Гэп 100 по x. И margin top какой-то есть. 40 пикселей. MT10. Сохраняем, смотрим. Вот так. Текст-центр. Как будто бы на large я бы сделал гэп, давайте, 10. А на MD уже бы перенес. MD, у нас тут 5 элементов. Я бы сделал flag, grid, calls. Блин, ну 3, наверное. 3. А здесь, что если мы сделаем на MD grid и MD justify center. Последних 2 элемента тогда, если мы сделаем 2, давайте сделаем 2. В принципе, вот тут гэп я бы, наверное, уже на SM. Хотя, в принципе, норм. Но на 320 уже не помещается. То есть тогда нам на XS grid calls 1. Вот так. И на XS gap 4. Как-нибудь вот так. Как-нибудь вот так. И, конечно же, заголовок. На 992. На MD мы текст 3XL. Например. И на small текст 2XL. И на самом маленьком просто XS текст XL. Вот так. Хотя нет, это, наверное, уже лишнее. Вот так. Есть такое. И паддинги, может быть, я бы тоже на SM сделал бы паддинг bottom 10. Сохраняем, смотрим. Все, такой небольшой паддинг и вот такая секция. Прекрасно. Прекрасненько. Теперь двигаемся дальше. Дальше у нас вот такие вот табы. Так, по поводу табов. Что тут по поводу табов? Во-первых, у нас есть какой-то общий заголовок. Вот тут мы уже создадим новый класс, который будет просто называться для заголовка. Давайте, поехали. Section 3. Section. Давайте сразу паддинги сделаем. Класс padding 90, 96. Давайте мы, наверное, будем как-то немножко отходить от дизайна и будем делать вот так. Допустим, 80. Немножко будем не по дизайну, будем добавлять какие-то коррективы иногда, чтобы как-то просто немножко все это и побыстрее сделать и выровнять как-то. Окей, дальше у нас идет контейнер шириной 1168. То есть мы делаем здесь div
с max width, я забыл сколько, 1168 px и mx auto. Здесь дальше будет h2 какой-нибудь с вот таким вот текстом, и класс будет section title. Просто добавим section title. Мы его скопируем и вынесем просто отдельно, чтобы хоть раз мы это сделали. Это как компонент уже будет, section title, и мы тут applyим уже какие-то стили. В нашем случае это Poppins 644, это фонд semi-bold, текст 44 пикселя, 44 px, line height 62, пускай это будет leading normal, то есть 150%. Смотрим, есть такое. Дальше у нас тут что есть еще? Letter spacing. Letter spacing это свойство tracking. То есть мы идем сюда и делаем tracking. И здесь подбираем значение. Tight это 0,025. У нас тут 0,002 EM. Давайте просто сделаем вот так. А вот этот минус, в принципе, так и оставим. Вот так. Есть. А на адаптиве мы тоже что-то сейчас сразу придумаем. На 992 мы сделаем MD. Мы сделаем текст 3, 4 XL. А на SM сделаем текст 3 XL. А больше ничего менять не будем. Так, так. Да, и так оставим. Хорошо. Так оставим. Теперь нужно, как всегда, добавить паддинги. На large мы делаем MD. Ой, на large padding Y делаем 10. Только не Y, а X. Вот так. Поехали. Так, 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 так. Добро. И на какой-нибудь MD padding Y 10. Или давайте на small. Давайте на small у нас будет padding Y 10. Поехали. Все. Теперь табы. Теперь табы. Идем сюда. Здесь будет flex. Здесь также будет, пускай будет flex. Это кнопки будут. Это будет button. Тут есть какой-то gap 39, gap 40 сделаем. Вот так вот, gap 10. Текст мы делаем Poppins 1726. Давайте немножко уже, чтобы ускоряться, будем делать все-таки текст base. Ну, он и так по стандарту стоит base, поэтому нормально. Color 7878 у нас такого нет. Вот так. И текст первый у нас будет top rated. Top rated. Ой, какой-то маленький слишком текст. Base не подходит, значит. Давайте текст large будет. Добавим немножко побольше текст. Вот так вот. Large будет нормально. Теперь 30 пикселей, margin top. Мы вот этой всей... Как нам лучше сделать? Давайте вот так вот. Margin top 30 px. Теперь таких кнопок у нас будет несколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Development. 1, 2, 3. Так, мне не нравится это постоянно убирать с пробелом. Вот так вот. 4, 5, 6, 7.
Есть такое. Теперь нам нужно дать какой-то этим элементам класс, по которому мы будем их находить. Давайте это будет tab trigger. И этот класс мы делаем для того, чтобы в инпуте, во-первых, tab trigger класс active мы делаем следующее. Color мы делаем apply text blue violet. Сохраняем. И давайте сразу добавим один класс active сюда, чтобы мы видели разницу. Есть. И у active теперь мы делаем... Сейчас я подумаю. Я придумал, наверное. Border bottom. Border bottom. Blue violet. И border. Border bottom. И все. Вот так. И теперь паддинги нужно добавить 12. То есть мы сделаем тут padding bottom 12 это 3. Вот так. Мы теперь будем иметь border. Есть. Есть. Поехали дальше. Это что касаемо триггеров. Теперь дальше контент. Давайте мы, наверное, сделаем сначала реализацию вообще всех этих табов, а потом уже конкретные табы стилизуем. Как бы мы это сделали с вами? Давайте это все, может, просто в общий div какой-нибудь обернем. Это будет tabs. Tabs header. И тут будет tabs content. Теперь мы тут делаем grid. Grid calls 4. Тут делаем div с классом tab content. Будет 1, 2, 3, 4. И нам таких нужно будет сделать 6. Нам нужно будет сделать таких 6. Я вот сейчас думаю, может все-таки сначала... Давайте сначала стилизуем. Все-таки стилизуем, а потом мы сделаем вот так. А потом сделаем реализацию, чтобы нам было все это удобнее. Тут сейчас создадим div, и это будет у нас элементы табов. У нас тут будет два элемента. Давайте image я достану. Все картинки сейчас достану. Поехали. Начинаем с первого элемента. У нас тут будет в этом div, то есть это у нас будет tab item. Не так. Вот так вот это будет tab item. И в tab content будет два элемента. Div и div. Здесь будет картинка. Assets. Tab 1. Здесь будет img. А здесь будет какая-то инфа. Потому что я заметил, что здесь просто нужно паддинги будет добавить. Поэтому 18 пикселей. Паддинг это будет 18, у нас нет. 5 это будет 20. Давайте сделаем 16. Вот так. То будет контент.
Здесь будет вот такой какой-то элемент, просто может как span, как категория какая-то. H3 какой-нибудь с таким заголовком. Дальше P с текстом. Вот эту историю мы тоже делать не будем. Я не хочу заморачиваться с звездным рейтингом. Здесь просто будет тоже span. Это прям как SVG-шку достану просто. Вот так. И дальше два элемента у нас будет div с классом flex, justify between. И тут будет сначала span с ценой. И дальше кнопочка А. Пока А. Пока просто А. Вот так. И давайте теперь все это потихоньку стилизовать. Во-первых, вот тут. Первый элемент мы делаем класс. У него есть скругление. 12 пикселей. Это rounded XL или LG XL. И overflow hidden. Overflow hidden. Картинки сразу можем сделать класс max width full и height auto. Есть. Паддинги сразу заработали. Так, тут сразу можно 51. Ну, давайте 40 сделаем. У вот этой. Или как нам лучше сделать? Сейчас я подумаю. Давайте MT10 gap 5. Вот так. Вот так мы это сделаем. Теперь по поводу... Здесь у нас текст dark gray. Где этот спан? Вот тут. Класс текст dark. Или какой там у нас был? Light gray. Применился? Применился. Паддинг 7.16. Давайте сделаем 8.16. Тогда мы сделаем паддинг Y2, паддинг X 4. И BG вот такого цвета. И там rounded. Ну, давайте сделаем MD. Это 6, а там 7. Ну, давайте 6 сделаем. Вот так. Тут 12, тут будет 6. Хорошо. Давайте немножко поближе. Дальше заголовок. MT12 будет. Semi-bold. То есть мы вот тут делаем класс MT12, это 4. Фонд Semi-bold. Так, font size 15. То есть текст 15 px. Leading. Там было 22 px. И трекинг вот так вот. И трекинг минус вот так. Вот так. Есть. Дальше под заголовок вот этот margin top сделаем 4. 12, 18. Давайте ускоряться, немножко менять классы. MT4 это 1. Это текст. Давайте сделаем small 14. Или давайте сделаем base и все. Ничего, в общем, трогать не будем. Текст base. Пойдет. Дальше вот тут у нас 8, 5. Это у нас span класс. Давайте margin. Пускай будет по margin Y по 8 пикселей. Ну тут же давайте блок. Вот так. Теперь цена.
Цена у нас имеет 2030 700. Кстати, а где мы используем Монсеррат? Тут где-то был Монсеррат? Нет, везде Poppins. Где тогда вообще Монсеррат используется? Ну ладно, не суть. Цена Blue Violet. Класс текст Blue Violet. Uppercase. Фонд Bold. Трекинг. Там такой же трекинг. Ну, вроде все. Вроде все. И теперь кнопка. Текст такой же. Класс. Текст Blue Violet. Текст Blue Violet. Паддинг 6.18. То есть паддинг Y 6px. Паддинг X. 18 уже нету. 18px. Rounded. Там есть какой-то rounded. Ну давайте мы... Small, конечно же, там не 2. Здесь 6. Ну давайте rounded MD. Вот так. По тексту 612.18. Это текст XS. Фонд 600 это semi-bold. Вот так. Давайте, в принципе, вот так пока сделаем. И border там есть 1 пиксель. Border радиус 6. Тогда border blue violet и rounded у нас уже rounded есть. Вот так. Есть. И при ховере теперь hover BG blue violet. Вот так. И при ховере текст white. И transition colors. Сохраняем. Едем. Вот так. Отлично. Отлично. Есть там какой-то еще? Ага. Так, и тут вот такой вот цвет у этого shadow. Ну, если мы скопируем, что мы тут получим? В принципе, можем взять вот так. Вырезать это значение. И нашему tab контенту сделать shadow. И как это значение, тут пробелов не может быть, меняем на нижнее подчеркивание. Сохраняем. И мы видим такой box shadow, который у нас есть. Только у нас еще тут тоже есть rounded XL. Вот так. И вот такую карточку мы с вами получаем. По-моему, прекрасная карточка. Давайте теперь ее продублируем. Tab item. Нам нужно их 4. 1, 2, 3, 4. Так, получаем такую вот вещь. Я не хочу просто делать 8. Я не знаю, зачем я скачал картинки 8. Просто, чтобы быстрее было, нам 4 хватит для того, чтобы это все заадаптивить. Так. Угу. Тогда мы берем вот. Давайте, ладно, давайте по-другому. Так, едем. Я буду 9,9. Уже не доезжаем. Просто на 9, на 1200 не хочется это все переносить. Но вы видите, мы тут немножко не доезжаем под текстом. Ладно, давайте на 1200. Давайте мы изменим на 1200. То есть вот тут на 1200 у нас large, grid
calls 2. Вот так, на 1200 уже доезжаем и не паримся. Хорошо. Так, так, так. Это у нас из-за того, что у нас не адаптирована навигация, то нормально. И на 768 давайте на small grid calls 1. Вот так. И, в принципе, там уже ничего менять не будем. Хорошо, с этим разобрались. Давайте теперь еще это заадаптивим. А по поводу этих элементов, я думаю, ничего я не думаю. Нормально. Вот так вот. Теперь вот тут надо еще сделать адаптив. Так, у нас тут все сломалось. Вот так вот надо сделать. На этапе 9.9.2 я бы их уже переносил. То есть вот тут 9.9.2 это MD. Мы делаем flex wrap. И на MD мы тут делаем gap, давайте 5. Ну, в принципе, как-нибудь бы, может быть, только что на SM Justify Center. Как-нибудь вот так вот бы я сделал, может быть. И здесь будут переключаться эти элементы. В принципе, норм. В принципе, норм. Окей. Есть такое. Теперь нам нужно сделать реализацию всех этих табов. Но прежде всего нам нужно продублировать вот эти вот контенты. Потому что у нас табов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поэтому контенты нам нужно продублировать. Раз. Давайте это будет 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, едем в самый верх. Едем в самый верх. Тут за счет того, что... Вот так вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Единственное, что я забыл сделать... Я tab content не туда задал. Я не туда задал tab content. То есть вот эту вот историю мы берем и меняем на... Да что ж такое? Я tab content неправильно задал. На все то же самое, только без tab content. Сохраняем. А теперь мне вот этим вот элементом, которые у нас именно сами контенты, у нас их 7 получилось, мы добавляем tab content. Вот так. Сохраняем. Есть. Теперь у нас куча контентов есть, но мы сейчас все это с вами переделаем, перепишем. Давайте 50%. Мои любимые. И поехали в JavaScript. Для этого нам нужен JavaScript. По-моему, я ничего не забыл. Ну, а там, если что, с вами сейчас что-то допишем. Что-то допишем или что-то не допишем. Так, это давайте будет у нас... Это закроем. Tabs. Function toggle tabs. И также будет toggle tabs. Нам нужно получить все кнопки, по которым будем кликать. То есть вот эти вот элементы. И все контенты. Так, я это все скрою. Оно мне мешает, мне не нравится. Для этого мы сначала делаем const tabs triggers. Tabs triggers. Это будет document. Query selector all. И мы берем класс tab trigger.
Но я хочу сделать не так. Я хочу, допустим, чтобы у нас табы можно было переиспользовать. Я буду принимать аргументы. Допустим, tabs trigger класс и tabs content класс. И тогда мы тут будем вызывать функцию с двумя параметрами, которые мы требуем. Ой. И триггеры это будут у нас под первым параметром, а под вторым tabs content. Это будет второй элемент. И передавать мы будем сюда tab trigger, а вторым элементом tab content. И таким образом мы сможем переиспользовать эти табы, да, к разным элементам, просто передавая сюда свои значения. Окей, теперь дальше делаем логику. Triggers, tab, не так, tab triggers, и мы делаем for each, где получаем некоторый триггер и, возможно, индекс, пока не знаю, пригодится ли. И теперь первым делом, что нам тут нужно. Во-первых, на триггер мы вешаем обработчик событий, класс list, add event listener, клик. Теперь нам тут нужно сразу при клике на какой-либо из элементов удалять во всех остальных класс активности. То есть мы здесь берем tabs triggers, через for each получаем некий триггер, и у этого триггера класс list remove active. Нам конкретному вот этому триггеру, на который мы кликнули, нужно добавить этот класс активности. То есть мы берем триггер, класс list add active. Сохраняем. Давайте проверим, работает ли. Видите, все переключается, все работает. Если мы сейчас это закроем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все работает. Еще раз объясняю, что мы тут сделали. Мы перебрали все триггеры. Мы на конкретный триггер повесили клик. И когда мы кликаем на какой-либо из этих элементов, мы сначала удаляем прям со всех класс активности, и тому элементу, на который мы кликнули, мы добавляем класс активности. То есть вот таким образом мы сделали переключение табов. Вот тут, по крайней мере. Дальше. Когда мы это сделали, дальше нам нужно скрыть все ненужные, то есть по такой же логике скрыть все ненужные контенты и показывать только нужный. Здесь все так же просто. Tabs contents for each. Где-нибудь мы будем получать контент. И этому контенту контент класс list мы будем добавлять hidden. То есть мы будем его скрывать. И дальше нам нужно показывать только тот элемент, индекс которого будет совпадать с индексом. Видите, мы уже все поломали, уже ничего не работает, но, по крайней мере, у нас табы исчезают. Уже хорошо. Теперь нам нужно при клике на тот или иной элемент показывать тот или иной контент. Чтобы это сделать, мы можем все это сделать очень легко. Мы делаем tabs contents по idx, по индексу. Мы тут его брали. То есть мы тут будем получать от 0 до 6. И у нас, поскольку кнопок столько же, сколько и контентов, то мы по такому же принципу будем просто показывать контент. Класс list remove hidden. Обновляем. У нас все показывается. Кликаем сюда. Показывается только этот. Ну, сейчас мы не видим переключений, потому что... Давайте я только в первом, втором изменю. Потому что у нас картинки и тексты одинаковые. Я изменю только в первом и втором. Тут будет 2. Тут будет 3. И где-то 4-я картинка. Тут будет 4. Я просто первым и втором изменю. И мы увидим, что у нас табы переключаются. Видите, все. Обновляем. Переключаются. Но не совсем корректно работает
изначальное положение, у нас изначально все табы показаны. У нас изначально все табы показаны, поэтому нам нужно что-то придумать, чтобы они все были скрыты. Это можно сделать через JS, можно делать через HTML. Но давайте мы всем этим табам сразу додадим класс hidden. Оп. Вот так вот. Мы сразу зададим им всем класс hidden. И только у первого по индексу 0 сделаем класс list remove hidden. Мы изначально показываем только первые табы. И при клике у нас все переключается, все отлично работает. И когда мы включаем первый, у нас только первый. То есть и при обновлении у нас только показывается первая часть табов. Таким образом, мы, в принципе, с вами уже и сделали эти табы. И можно им добавить, конечно, анимаций какой-нибудь. Давайте мы найдем какой-то таб content. Вот так. И добавим его анимацию, которую мы с вами уже делали. Animate. Сейчас, я забыл, как у нас называется оно. Давайте найдем эту анимацию. Это у нас мобильное меню. Или не мобильное меню. Вот, да. Animate Fade In. И мы добавим эту анимацию, чтобы у нас как-то с фейдом оно переключалось. Сохраняем. И мы видим, что у нас теперь работает анимация Fade In. И табы переключаются, и все работает. Все 6-7 табов работают. И прекрасненько. И на мобильном, конечно же, тоже это все будет работать. Хорошо. С табами тоже закончили. Едем дальше. Так, следующая секция. Возвращаемся сюда. Все лишнее скрываем. Градиент BG, секцию. И делаем дальше. Section 4. Давайте сразу у нас вот эти классы возьмем, конечно же. Section. Класс. Опа. Есть. Также мы можем взять, не можем, сюда div с классом maxWidth 1050, maxWidth 1050px, mx auto. И на large mx 15px. Вот так. Дальше мы уже помним, у нас есть h2 с классом section title. Единственное, что мы тут добавим текст центр. Сохраним, смотрим. И вот у нас уже title по центру. Прекрасно. Дальше там есть какой-то p. Давайте с классом будет section text, потому что мы тоже сможем его переиспользовать. Вот такой текст мы добавляем. И тут тоже добавим текст центр. Почему мы додаем текст центр именно здесь, а не уже просто в section text? Потому что этот текст еще будет повторяться вот тут, только тут он не по центру. Поэтому этот дополнительный класс текст центр мы только этому элементу задаем. Теперь мы section text берем и точно так же, как section item, стилизуем где-нибудь вот тут. Вот так. Apply. Поехали. У нас 1624 это base. Ну, давайте напишем все равно текст base. Color это текст. У нас это light gray. И spacing. Прям скопируем опять его. Tracking. Так, tracking. Вот такое значение. Отлично. Вот у нас есть такое значение, но у нас тут 630, а здесь что? Я бы его сделал... Это можно, конечно, в один div поместить. Давайте мы так и сделаем. Мы вот это вот поместим в div max width 630px mx auto. И сюда поместим заголовки.
И тогда мы по центру это все сделаем. Сейчас оно обновится. И прекрасно. Прекрасно. Единственное, что margin top тут какой-то есть 10 пикселей. А тут 5 пикселей. Ну, давайте тогда мы тут просто тоже дополнительно сделаем mt 10px. Вот так. Есть. Дальше эти элементы. То есть у нас дальше будет вот тут grid. Grid calls 3. Gap. Угу. Давайте gap 15 сделаем. Gap 15 по x. А эти элементы просто паддингами еще расширим. Тут видите? 25, 25. Давайте по 25 сделаем паддинги у этих элементов. Вот тут мы делаем паддинг 25 по x. И тут будет 3 элемента. SVG. Я SVG предлагаю засунуть в div. Или знаете, как лучше сделать? Знаете, как лучше сделать? Ладно, давайте сделаем так. Copy as svg. Вот так. Дальше текст. Вот так. И еще какой-нибудь текст. Вот так. Что мы теперь тут будем делать? SVG-шка, в принципе, окей. Паддинги мы тут добавили. Текст 20-30. То есть это мы делаем класс. Так, тут вверх закроем. Класс текст Excel. Это сколько у нас будет? 20. Но здесь тогда нужно сделать лидинг. Лидинг normal. Это будет 150%. То есть от 20 это будет 30 как раз. И фонд medium. Фонд medium. Смотрим. Есть. Давайте так вот сделаем. Margin top 8. То есть мы можем сделать здесь mt2. И дальше перебираться к тексту. Тут mt15. Класс mt15 по x. Цвет текст light gray. Да что ж. Текст light gray. Вот так. Font size 16 и 24. Letter spacing. То есть tracking. Вот так. И зададим просто text base, чтобы добавить все остальное. Окей. Теперь нам нужно что сделать? Продублировать. Да, это все. Теперь мы это все дублируем. Нам их нужно 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сохраняем, смотрим. Вот так мы это все получаем. Прекрасно. Теперь нам нужно изменять. Давайте мы будем изменять как обычно. Сверху начинаем. Все скроем и по одному будем открывать. Начинаем со второго. Copy as svg. То есть второй. Вот так. Текст online classes. Есть. Третий элемент. Copy as svg. Убираем. Get
get. Четвертый элемент copy as svg. Так, раз, два, три. Вот 4. Убираем. И заголовок тоже меняем. Пятый элемент. Вот так. Вот так. И шестой элемент. svg. Смотрим. Есть. Есть. И теперь адаптив. Во-первых, margin top 60. mt 60 px. И делаем адаптив. 1200 норм. А вот на 992 я бы уже делал md grid calls 3. 2. Вот так. И на SM я бы делал grid calls 1. Может, мы дотянем до 480? Да, я бы это сделал на XS. Вот так вот. XS. Так, теперь gap. Тут еще норм. На 992 я бы gap уже сделал поменьше. Во-первых, MD бы сделал с 10 уже, 40 пикселей. И на MD сделал бы gap. Давайте 8 пикселей. Посмотрим, как оно будет смотреться. В принципе, ок. И паддинги, наверное, можно было бы уменьшить. Вот тут. Я бы сделал на MD паддинг 10 пикселей. Так. И на 768 на XS я бы сделал... Да, в принципе, я бы так и оставил. Так бы и оставил. Может, паддинг единственное, что вот тут бы добавил все-таки на XS поменьше. На XS я бы сделал паддинг 2. Вот так вот я бы сделал. И, в принципе, меня бы все это устраивало. В принципе, меня бы все это устраивало. Отлично. Двигаемся дальше. Дальше вот таких две одинаковых секции. Так, вот эти вот две секции, мы их section 5. Это будет section. В принципе, знаете, что можно было бы сделать? У нас все секции, кроме первой. Ну и вторая. Нет, ладно. Оставляем как есть. Вот так. Здесь будет max width 1144 px. MX Auto. Дальше у нас будет grid. Grid calls 2. Здесь будет div и div. И здесь будет в первом картинка дизайн, экспорт, PNG. И это будет просто image. Пускай будет image. Так, image 1. А здесь будет image 2. Тогда мы тут делаем первую картинку.
у нас это путь assets, image 1. Здесь будет img. А вот тут у нас будет во втором диве. Что у нас тут будет? Ну, это заголовок и текст. Заголовок и текст. То есть мы можем брать здесь h3 section title. И здесь p с классом section text. Так, только я тут написал по привычке вот так. В Tailwind мне нравится больше делать это все через обычный дефис. Дальше кнопки. Дальше кнопки, но я так полагаю, это показано просто ховер. То есть тут обычные, а тут с ховером. Тогда мы делаем вот такую кнопку. Она у нас чем-то похожа на вот эти кнопки, но немножко отличается. Поэтому давайте мы возьмем с главной кнопку. Где у нас тут вообще главная? Вот тут. Buttons. Где у нас эти кнопки? В Hero. То есть не тут, а вот тут. Эта кнопка должна быть. Нет? Где у меня Hero? Где у меня Section Hero? Header. Вот. Спрятался. Возьмем вот такую кнопку. И просто перепишем сейчас ей стили немножко. И градиент, в принципе, можем закрыть. Вот тут мы добавим кнопку с текстом Learn More. Брейкпоинты пока оставим. Вот такая кнопка. Она у нас будет inline block. Так, давайте просто блок. Или давайте сделаем flex max width fit. Есть. По поводу бэкграунда у нас он вот такой. То есть мы меняем бэкграунд на вот такой. А при ховере мы делаем BG не white, а при ховере мы делаем BG. Это blue violet. BG blue violet. И при ховере мы делаем... больше ничего не делаем. Вот так сохраняем. Смотрим. При ховере текст... Мы просто это убираем вообще в принципе. И вот такая кнопка у нас получается. Margin top у нее тут 40. То есть мы делаем MT 10. Мы тут очевидно должны сделать items center. И получается вот такая секция. Такое ощущение, что у нее... нет, тоже большие. Хорошо. Вот такая секция получается. Я правильно поставил? Да, правильно. Вот так. Едем. До 9.9.2 дотягиваемся? Дотягиваемся. Или давайте на large. Класс. На large. Max width full. На large width full. И на large height auto. И какой-то гэп нам нужен. Гэп 100. Давайте сделаем гэп 100 здесь. Гэп 100 по x. Вот так. То есть вот так. Едем. Как будто на medium уже надо сделать. На medium. Давайте гэп 10. Давайте сделаем на large. Давайте это сделаем на large просто.
Вот так. На 992 вот этому тексту я бы сделал на MD MT 4. Вот так. А кнопочки бы немножко убавил на MD MT 8. Вот так. Я паддинги забыл. На Large PX 15 пикселей. И на 768 я бы это перевернул. На 768 я бы это перевернул. Тогда мы будем иметь вот тут. Ну все. Мы просто делаем на 768, это у нас small. Мы grid calls 1. Вот так вот мы это делаем. Тогда второму, или вот так вот. Класс. На 768 это small. Мы делаем order просто 2. Мы сначала ставим текст, потом картинку. И в принципе это симпатично выглядит. И теперь вторая такая же секция. Section 5. Это будет section 6. 6. Картинка здесь будет 2. И мы ее поставим с другой стороны и изменим на 1. То есть мы сейчас ее перевернули вот туда. Текст давайте напишем тоже. Текст у нас вот такой. Все четко. Теперь листаем, листаем, листаем. Едем, едем, едем. И получается мы перевернули. У нас идет текст, картинка. Текст, картинка. И таким образом мы на айфонах это видим. И, по-моему, это смотрится прекрасно. По-моему, это смотрится прекрасно, и мы можем двигаться дальше. Дальше у нас идет секция с новостями. Дальше нам нужно подумать, как нам сделать так, чтобы у нас вот эти вот элементы наступали на эту секцию. Я думаю, это можно сделать таким способом, что мы сейчас сделаем вот так вот. Section 7. Это будет section. Классы возьмем. Нет, не эти. Не эти. Классы мы возьмем следующие. Нам нужно padding top 30. То есть padding top 30 px. И padding bottom мы возьмем 235 px. 235 px. Для чего? Для того, чтобы мы могли вот эти элементы вынести за эту секцию, а потом просто margin top отрицательным поднять их наверх вот так вот. Так, дальше у нас там идет h3 section title, или какой там был h3, да. Section title, копируем. Текст центр. То есть какой-то max width 365, max width 365 px. Сохраняем, смотрим. Так, не сработало. Потому что я привычкой написал не так. Надо вот так. И, конечно же, MX Auto, чтобы оно было по центру. Вот так. Дальше нужно эту картинку сохранить. Экспорт JPEG. Это у нас будет, давайте, BG. Как называется секция? Я не могу. BG Ping News. Окей. Тогда мы теперь этой секции делаем BG. И тут в кругах, в скобках делаем URL.
И тут, как обычно, assets. И дальше у нас путь идет bgping. Как мы ее там скачали? Assets bgping.jpg. JPEG. Сохраняем, смотрим, обновляем. Не сработало. Давайте посмотрим, почему. Ну потому что нам нужно сначала выйти с этой папочки. Вот так. Сохраняем. Вот, теперь заработало. Теперь заработало. У нас есть эта секция, и нам теперь нужно вот эти элементы, которые у нас есть, разместить ниже этой секции. То есть где-нибудь вот тут мы сделаем section 8 и потом просто ее поднимем. То есть мы делаем вот так вот section 8. Здесь будет section. Паддинги пока не указываем, хотя можем сделать padding bottom 90. Давайте сделаем 80. Padding bottom 20. Здесь у нас будет 3 элемента. Grid, grid calls 3. И здесь будет каждый этот элемент. Давайте сохраним картинку JPEG. Это будет news 1. Экспорт news 2. И третье будет экспорт news 3. Как-то неправильно назвал я. News 3. Да, неправильно назвал. Окей, что нам еще тут потребуется? Пока все. Пока все. И точно так же у нас будет два дива. Первый и второй. Первый для картинки, а второй, чтобы мы задали паддинги. То есть тут будет img assets. img. Ой, assets просто. News 1. img. Тут мы сразу можем сделать, кстати, во-первых, это еще надо в один div поместить. Вот так вот div. Где у нас будет это основной div, которому мы зададим 12 пикселей. Мы можем задать ему класс rounded XL. Сохраним, посмотрим. Да, вот скругление есть, отлично. Ну и то же самое надо будет сделать для картинки, потому что там нижние края тоже скруглены. И overflow сделаем hidden. Окей. Так. Есть. Во-первых, теперь давайте еще сделаем максимальную ширину 989 пикселей. То есть мы вот тут grid делаем max width 989 px и mx auto. Сохраняем. Приехала на центр, приехала на центр. Отлично. Продолжаем. Дальше есть вот такой вот. Во-первых, вот тут нужно задавать класс с паддингами. Класс, сколько здесь паддинги? 15, 20. 15, 20. Ну, давайте сделаем 16, 20. Паддинг y 4 и паддинг x 5. 16, 20 сделаем. И вот тут у нас будет div, где будет span с текстом, вот этот, и svg-шка. Вот так. Мы ей делаем класс flex, items, центр, и gap у них какой-то тоже имеется. 5 пикселей. Сделаем 4 пикселя. Gap 1. Есть. Теперь span. Мы можем взять 7878. Это не наш цвет, по-моему. Давайте еще раз проверим. Я не помню. Да, это не наш цвет. Это тоже опять дополнительный. Поэтому мы svg-шку скроем. А span зададим класс текст. Вот такой. В инспекте font weight 500. То есть мы делаем font medium. 1421 текст small, ну а пускай будет 20. Оставим 20, не будем придираться к этому одному пикселю. Смотрим. Есть. Дальше какой-то заголовок, 15 пикселей. О, кстати, Монсеррат нашелся.
Нашелся Монсеррат. И давайте мы сразу сделаем заголовок. Какой-нибудь, пускай это будет... Так, выходим отсюда. Вот тут H4. Вот так. И делаем сразу класс. Текст. Точнее, фонд. Фонд Монсеррат, который мы еще не использовали. Фонд Монсеррат. И смотрим дальше. Фонд weight 600. И текст base по умолчанию стоит. И letter spacing можем добавить. То есть текст base стоит. Фонд semi-bold это 600. И трекинг с вот таким значением. Сработало. И margin top 15. Мы сделаем 16 mt4. Есть. Теперь нам нужно div, где мы сделаем следующим образом. Мы делаем с классом flex и justify between и items center. В первом элементе у нас будет дата. Какой-нибудь будет div, где будет span с датой и svg-шка. Вот так. Мы тоже делаем ему класс flex, items, center и какой-то gap у них имеется, 5 пикселей, ну gap 1 будет. Вот так. По поводу даты. Тоже Монсеррат. Фонд Монсеррат. Там было, по-моему, 500. 500 это фонд medium. 14. Ну, трекинг можно взять оттуда. Вот так. Текст 14px. И лидинг. Так, сколько там лидинг? 17. Давайте 4 сделаем 16. Вот так. Смотрим. Так, и этому элементу нужно дать margin top 22. Это у нас весь вот этот элемент. Мы делаем margin top. Давайте сделаем 24. Вот так. И тут еще есть вот такая ссылка. Поэтому мы помимо вот этого элемента еще добавляем сюда внутрь ссылку. Где будет span с вот таким текстом. И svg вот такая. svg вот так. Теперь span у нас будет с текстом тоже Монсеррат 600, 14, 17. В принципе, можем прям скопировать вот это. Класс и текст blue violet. Тут тоже мы задаем это flex. Вот сюда. Класс flex, items, center и gap там, наверное, тоже 1. Сохраняем. Давайте немножко приблизим. Есть. Теперь нам осталось сделать какую-то анимашку наведения. И давайте посмотрим, что здесь, по-моему, не так. Такое ощущение, что что-то не... Давайте вот это добавим. Как он? Box Shadow. Вот так. Мы добавим к этому элементу. Это у нас... Вот он будет вот так вот. Card Item. И сюда мы добавим Shadow. Здесь помним, если есть какие-то знаки, можно просто убрать пробел. Если никаких знаков нет, то мы ставим нижнее подчеркивание. Сохраняем. Там можно убрать. Вот так. Смотрим.
Есть, добавилось. Вот почему оно было неправильно, потому что картинка не на всю ширину. Теперь для картинки мы делаем класс max width full и height auto. Смотрим. Растянулось. Отлично. Теперь нам нужно повесить какой-то ховер на вот эту вот ссылку. Для этого мы повторяем то, что мы уже с вами делали неоднократно. Мы на саму ссылку вешаем класс group. Обязательно класс group должен называться. А на теперь svg-шку мы делаем класс. И мы говорим, что если у group есть hover, то тогда мы сделаем translate x, давайте 2 на 8 пикселей. Проверяем. Есть. Оно уезжает. Теперь нам просто нужно добавить transition и transform. Сохраняем. Проверяем. Работает. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Теперь нам нужно это все продублировать и поднять наверх. Для того, чтобы продублировать, я сейчас думаю, как мы лучше это сделаем. Ничего ли нам там больше не нужно? Наверное, пока нет. 1, 2, 3. Картинки просто заменим, чтобы мы как-то отличали эти элементы. Это будет 3. Эта картинка будет 2. Сохраняем, убираем, смотрим. Есть 3 картинки. Теперь нам нужно посмотреть, какой там у них был гэп. Гэп 25. Поэтому сюда мы добавляем гэп. Давайте сделаем 24, чтобы было ровненько. Теперь нам нужно поднять их наверх. Насколько нам нужно их поднять наверх? Я померяю вот так. На 195 пикселей, если мы правильно все тут рассчитали. Мы можем теперь этому элементу задать, допустим, margin top 195 px, только поставить перед margin top минус, и тогда будет минусовое значение. Сохраняем, смотрим. Вот оно подвинулось наверх, как нам в принципе и нужно. И есть нижний отступ. Теперь нам всю эту красивую картинку нужно как-то адаптировать. Ну, адаптировать, думаю, будет не проблема, так как мы используем гриды. И поехали. Едем, едем, едем. Вот тут по поводу изображения. BG вот так. Кстати, надо проверить, можно ли так сделать. Center, cover, но... Наверное, так нельзя сделать, надо сделать именно отдельно. BG cover, BG но repeat. Вот так. Вот, теперь картинка нормально масштабируется. Так, по поводу адаптива. Поехали. Едем, 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 едем. Угу. Самим этим элементом, card item, нужно добавить background. Так. На такой же. И BG white. Добавляем. Видите, тут прозрачность была. Нам эта прозрачность не нужна. Поэтому, так, мы едем на 9.9.2. В принципе, на 9.9.2 мы можем уже что-то придумать и как-то уже по-другому это адаптировать. Паддинги. Паддинги, паддинги. Вот на 9.9.2 я бы и добавил здесь паддинги. Допустим, на medium, px. Ой, я не помню, сколько мы делали тогда. 10. Ну, px 20 слишком много. Я забыл, сколько мы делали вчера паддинги. Наверное, 10 это много. Да, наверное, 5. Вот так. Похоже на правду? Вроде да. Так. Тогда бы на 9.9.2 я тут уже что-то двигал. Что если мы сделаем, давайте просто как пример, мы последний элемент на 9.9.2 это вот сюда. Это medium call span 3. Например, так.
Или нет, не так. Call_span 2. И самому этому элементу на medium мы сделаем grid calls 2. Вот так. Чтобы эти две были пополам, а это одна большая. Блин, на 9.9.2 это слишком много, по-моему. Или нормально? Давайте оставим нормально и сделаем на sm call span 1. Сохраняем. Оп, нет. Grid calls 1. Так. Grid calls 1. Тут на sm call span 1. И перевернули все вот так вот. Перевернули все вот так вот. Да, в принципе, так и оставили, наверное. В принципе, наверное, так и оставили. Довольно-таки неплохо, я думаю. Довольно-таки неплохо. Работает ховер и все работает. Вот тут что-то с текстом. Мы забыли текст указать. Цвет текста. Цвет текста не такой. Цвет текста должен быть 8. Опять какой-то другой цвет. Давайте мы найдем эти элементы. Это у нас span с текстом с датой. То есть вот эти вот элементы можем найти прям все. Ctrl-F. Их 6. Давайте вот так вот найдем. Ctrl-F. Вот, так как будет 3, потому что там еще находится тот, который read more. А я хочу просто добавить к этим элементам текст. То есть мы копируем вот эту вот штуку и делаем текст 888. Вот так. Сохраняем. Сохраняем. Да, и теперь мы сделали текст серым. Отлично. Двигаемся дальше. Дальше у нас вот такой аккордеон. Я предлагаю его сделать. Я его просто накидал визуал и через чат GPT 5 рандомных вообще вопросов, которые вопросы не касаются этого макета. Это просто вопросы. Окей, поиск закрываем. Эту секцию можем закрыть. Section 9. Это будет section. Класс. Да что? Давайте прям вот эти классы возьмем. Вот так. Вот так. Почему я уже объяснял, почему я именно это постоянно копирую, а не вынес какой-то отдельный класс? Потому что есть секции некоторые, где нет таких паддингов, которые нам нужны, где немножко отличаются. Поэтому я уже не стал это вносить в общий класс какой-то. Я оставил так, как есть. Дальше. Section title. И дальше div, где у нас будут эти элементы. Так, сохраним, проверим, что мы там ничего не сломали, на всякий случай. Так, есть. Текст центр. Что у нас по этому элементу? У нас есть вот такой элемент. Давайте мы это все сделаем следующим образом. У нас будет аккордеон. Тут пока мы делать ничего не будем, мы сделаем один такой элемент, а потом мы просто продублируем. То есть мы оставим просто пока пустой div без классов, где напишем следующее. У нас будет div. То есть это будет общий, вот этот div, это будет общий для вот этого вот всего. Где будет два элемента. Триггер, то есть верхняя часть, где заголовок и стрелка, и контент. То есть внутри этого дива можем, в принципе, сразу сделать... Хотя нет, не можем. Вот тут будет
триггер и контент. Контент будет просто p какой-нибудь, например, а триггер будет тоже div с классом flex justify between, внутри которого будет какой-нибудь span, например, и svg. То есть span это будет вот этот текст, вот так, а svg это будет, конечно же, вот эта вот стрелка. svg. Вот так. Теперь что мы тут будем делать? Давайте мы прям так и сделаем. Пометим отдельно аккордеон триггер. Отдельно отметим классами, чтобы мы могли потом всем этим через JavaScript взаимодействовать. Аккордеон AMG. И вот тут будет класс аккордеон контент. И в контент мы просто поместим вот этот текст. Сохраним. Давайте посмотрим, что получается у нас. Получается вот так. В принципе, получается то, что мы уже хотим. Примерно. И давайте посмотрим максимальную ширину. 962 пикселя. Это вот тут. Сейчас я думаю. Это будет аккордеон item. Значит, вот тут. Класс. Max width. Я забыл, сколько там было. Давайте 1000 пикселей будет. 1000 px. И mx auto. Вот так. А это будет сам аккордеон. Вот, он по центру стал. Теперь нам нужно все это более-менее стилизовать. Вот здесь мы, конечно, не забываем items центр, чтобы выровнять текст и картинку. Так, давайте тексту мы зададим вот эти стили. 500, 35, 62. То есть мы можем сразу вот тут класс, в принципе, можем сделать блоковым его. Фонд medium. Font size там 35 был. Font size. Текст. Или давайте сделаем 3XL. Это у нас... Сколько это у нас? 30. У нас на 35 был, то есть 4XL это будет 36. Пойдет. Будет вместо 35 36. Есть. Теперь тут также мы указываем текст blue violet. В принципе, это можно было сделать кнопкой. Вот так вот. Поменять на button. Надеюсь, там тоже изменилось. Да. Поменяли на button. V full. Есть. Вот тут тоже мы сделаем блок. По-моему, что с SVG-шкой там не так. Как будто бы... Да, тут, видите, лишнее. Вот так вот мы сделаем. Меняем SVG. Класс аккордеон AMG. Сохраняем. Теперь на одном уровне. Теперь на одном уровне. Отлично. Теперь нам осталось текст. Теперь нам осталось текст. Он будет max width 700. Max width 700 px. И там паддинги есть слева. Давайте будет 36. Или сколько там? Паддинг left. Не 36, а... Давайте 40 сделаем. Вот так. Или как будто бы... Ладно, давайте изменим текст. Так, 1624 это, в принципе, все стандартное, только что можно добавить трекинг. Или давайте текст base
трекинг такой. И текстом, наверное, другой. 666. Но это тоже, по-моему, не наш, да? Или это наш? 666 это наш. То есть мы делаем текст light gray. Вот так. И как будто бы тут line height не указан. 3562. Смотрим. Вот тут. Тут line height 40. Тогда мы делаем leading 62 px. Вот так. Вот. Теперь нам нужно всю эту историю что сделать? Наверное, продублировать, а потом будем уже делать JavaScript. Давайте аккордеон item продублируем. Давайте сделаем. Раз, два, три, четыре, например. Сколько у нас есть текстов? 1, 2, 3. У нас чуть больше текстов, но ничего. Поехали. Поменяем текст, чтобы оно было как-то так и так. И вопрос такой. Есть. Дальше. Что просто как-то немножко по-другому смотрелось. Так. Вот так. И вот так. Сохраняем. Смотрим. Так, теперь надо разобраться, почему оно все по центру. Где-то у нас что-то пошло не так. И мне не нравится, почему оно так смотрится. Давайте разбираться. По какой причине у нас текст становится по центру? У нас же тут нет нигде. То есть вот сюда все равно непонятно, почему оно так. Ладно, давайте потренируемся на втором элементе. Between items center. Очень странно. Ну, давайте сюда добавим. Text align. Text left. Да, давайте удалим этот text left. Вырежем. Найдем эти все элементы через поиск. Вот так вот, чтобы сразу всем элементам. Ctrl-F. Добавляем text left. И добавляем вот эти вот классы, которые уже были. Сохранить. Вот так. И как будто бы каждому этому элементу нужно задать margin top. Как будто бы каждому этому элементу, давайте зададим margin top какой-нибудь, mt5. Вот так. Как-нибудь вот так. Мне не нравится такой лидинг. Давайте мы его уберем, потому что я все-таки не дизайнер, и это я там так выставил. Мне не нравится. Очень высоко получается. Вот так вот получше будет. Вот так вот будет получше. Единственное, что теперь контенту, всему контенту нужно добавить какой-нибудь margin top. Вот так вот. Оп. Margin top. Мы сделаем, давайте, 4. Меняем, сохраняем. Есть. Если честно, я бы не делал ему max width. Я бы не делал ему max width. Я бы просто сделал ему padding x10. Вот так.
Сохраняем. Так, сломалось все. Еще раз. 4 элемента. Мы убираем ему max width 700 и делаем padding x 10. Вот так. Сохраняем. Вот так. Вот так, вот, думаю, будет лучше. И теперь нам нужно заняться немножко реализацией всего этого. Для этого нам сначала нужно будет перейти в CSS. Нам нужно будет добавить некоторые вещи. Мы идем в CSS, обычный CSS. И тут внутри компонентов, в принципе, можем тут сделать. Мы берем div с классом accordion item. И если внутри него есть аккордеон content, то мы ему делаем apply display block. Только если у аккордеон айтема есть класс active, в таком случае. И проворачиваем такую же историю с изображением. То есть если у аккордеон айтема есть класс active, то тогда аккордеон AMG мы делаем rotate на 180 градусов. И теперь нам нужен JavaScript. То есть понятно, я думаю, что будет происходить. Мы, когда добавляем к всему вот этому элементу класс активности, у нас контент будет показываться. И когда мы тоже добавляем класс активности к этому элементу, то есть к одному из вот этих, то сама картинка будет возвращаться, то есть поворачиваться на 180 градусов. Думаю, логика понятная. Давайте теперь вот так. Давайте function аккордеон. И что у нас тут будет? Сразу, во-первых, мы запустим эту функцию. Первым делом нам нужно получить все элементы, вот эти вот триггеры, то есть кнопочки, по которым мы будем кликать. Давайте const items. Это будет document. Query selector all. Аккордеон триггер. Items. Теперь проходимся по всем этим элементам. For each, где мы получаем некий item. И дальше нам нужно повесить обработчик событий на этот item. Поэтому добавляем listener на клик. Здесь нам, наверное, индексы никакие не понадобятся. И теперь нам нужно найти, поскольку мы будем кликать, да, я тут выбрал, что мы будем кликать на триггере, нам нужно найти элемент, который выше него. То есть у нас триггер, где он? Вот он находится внутри элемента, где я не дал класс, конечно же. Класс аккордеон item. Он у нас находится внутри элемента аккордеон item, а нам нужно найти сам аккордеон item. Я предлагаю сделать это так. Потому что классы мы писали, что если у аккордеона item есть класс active, тогда внутренние уже элементы будут как-то взаимодействовать с этим. Поэтому мы на этот item кликаем, но нам нужно найти его родительский, так сказать, элемент. Поэтому давайте const parent равно item parent node. То есть найти его родительский элемент. Теперь мы делаем проверку, что если у parent или parent есть класс list contains так, класс list contains active, то тогда parent класс list remove active. То есть, если у нас на каком-то элементе уже есть класс активности, и все это показывается, при повторном клике на него мы этот класс активности будем выбирать и возвращать аккордеон в исходное состояние. В противном случае, else, мы делаем parent класс list add active. Только вот, конечно же, как строку. Сохраним, проверим. И это не работает. А не работает, потому что изначально у нас все эти элементы показываются. То есть нам нужно найти каждый
вот этот контент, вот так вот, например, вот так, и добавить к нему класс hidden. То есть мы их все скрываем. Почему-то тут не захотела. Hidden. Мы их все скрываем. И теперь, кликая на какой-то элемент, у нас показывается содержимое, контент. Теперь, во-первых, не работает стрелка. Давайте посмотрим, почему у нас не работает стрелка. Accordion image. Смотрим тут. Если у нас есть у этого элемента класс active, то accordion image. Что у нас тут не так? Нам не нужно, наверное, хотя, в принципе, там, наверное, не надо было. Вот так вот. Вот, теперь она, видите, вращается стрелка. Единственное, что нужно ей добавить transition. Мы пойдем сюда, там, где accordion image, мы найдем все эти элементы. И добавим класс transition transform. Сохраняем. Так, а почему оно не хочет все элементы? Почему оно не меняет мне? Непонятно, вообще непонятно. Давайте все раскроем. Что-то мне не нравится, как оно все работает. Accordion image. Ладно, давайте просто его найдем. Transition transform. Раз. Два. Три. 4. Сохраняем, смотрим. Давайте это закроем. У нас пока ничего не видно. Открываем. Открываем. Transition есть. Отлично. Transition есть. Теперь нам осталось сделать так, чтобы мы могли, допустим, если мы хотим сделать так, чтобы мы могли открывать только один какой-то, то есть мы один открываем, остальные закрываются, для этого нам нужно добавить немножко JavaScript. Вернемся в JavaScript. И вот тут, прежде чем добавлять класс активности, мы должны сделать следующее. Мы берем document, query selector all, можем сделать так просто, и найти все аккордеон айтемы. Аккордеон item, например. Дальше взять for each и найти какой-то элемент, допустим, это будет child. И child класс list remove active. То есть, что мы тут сделали? Смотрите, мы сперва будем брать все аккордеон айтемы и удалять им класс активности, а только тому, по которому кликаем, добавлять. Проверяем. То есть мы первый открыли, отлично. Теперь открываем второй. Первый закрылся, второй открылся. И теперь, в принципе, это работает, только я бы добавил сюда немножко отступов. Допустим, мы этот прям весь аккордеон сделаем flex, call и gap, допустим, вот так, 20 пикселей. Или давайте gap 10 вот так сделаем. Есть. И теперь аккордеон работает. Можем добавить к этим же элементам, допустим, где аккордеон content. Так, тут hidden 2 раза почему-то. Вот так. И вот сюда мы можем добавить animate. Как у нас там было? Fade in, по-моему. Добавляем. Сохраняем. И вот у нас теперь уже есть анимация с fade in эффектом. Какие-то они слишком большие, мне кажется. Какие-то слишком большие триггеры мне не нравятся. Дизайнер с меня так себе, поэтому давайте сделаем тут, давайте 3 XL проверим. Ну, вот так уже получше будет. И
я бы им добавил еще padding right. Вот так. Вот так, чтобы мы немножко от стрелки отталкивались. Все, это в принципе работает. Рабочая история. Можем сделать адаптив. 50%. Поехали. Паддинги. На 9.9.2 я бы тут добавил паддинги. Вот тут на MD PX10. 5. Забыл. 5. Вот так. И тогда мы делаем margin top, я бы, наверное, оставил. Где у нас content? Я бы здесь вот так сделал. Берем. И на этапе MD я бы сделал PX, конечно, не 40 пикселей, а там вот так вот, 16. Сохраним, посмотрим. Давай. Вот так. И я бы заголовок тоже поменял, потому что он слишком большой. Так. Так. И на MD я бы сделал ему текст просто XL. Сохраняем. Ой, надо было на SM делать. Ну ладно, пускай будет на MD. И вот такой вот аккордеон, в принципе, мы получаем. И тут, конечно же, тогда уже на MD gap 5. Вот так. И полностью рабочий аккордеон. Отлично. Двигаемся дальше. Только я бы ему еще MT10 бы сделал, чтобы отодвинуть от заголовка. Вот так. Все, отлично. По дизайну не очень красиво, но я не дизайнер. Главное, что мы с вами добились того, чего хотели. Прекрасно. Дальше. Дальше идет секция с subscribe и footer. Продолжаем. Закрываем наш аккордеончик. Вот так, section 10. Section. Классы можем, в принципе, взять. Вот так. Дальше у нас есть два элемента. В принципе, они одинаковые. Мы можем сделать grid. Grid calls 2. И здесь два элемента div и div. Первый div у нас изображение. Мы его сейчас вытащим. PNG. Contacts img. Сюда мы добавляем img. Assets. Contacts img. Сразу можем сделать класс max width full и height auto. А второй элемент, давайте смотреть, что у нас тут есть. У нас тут есть, но он не подходит под эти тайтлы, то есть это не section title. А как насчет section текста? 16. 16, да, это в принципе может быть section текст. Тогда тут будет h4 какой-нибудь и p с классом section текст. Текст мы добавим. Заголовок тоже добавим. Дальше форма, где будет input и кнопочка. Но кнопочка немножко западает на input, я смотрю. Давайте подумаем, как мы можем это сделать. Или не западает. Она, наверное, не западает. Я просто думаю, как мы можем это сделать. Дело в том, что у нас input имеет тут скругление, тут не имеет. Ладно, давайте сейчас сначала создадим форму, и там уже будем на ходу разбираться. Пока я не придумал, как это делать. Создадим форму. Action пока пустой.
где будет input и кнопка. Input. Да что ж. Input. Placeholder. Вот так. И button. Button. Submit, где будет join null. Так. Дальше. Максимальная ширина 1060. То есть вот тут мы делаем max width 1060 px, mx, auto. И давайте сразу px. Сколько там? 5 пикселей. Вот так. По поводу формы. Во-первых, тут можем сделать items center. И gap 96. Gap 96, наверное, такого нет. Вот так. Давайте сейчас потихоньку заголовок сначала начнем. Inspect. Так, у нас 3562 500. То есть мы делаем сюда класс текст blue violet. Violet. Мы делаем фонд medium. Текст 4 XL. Тут line height не сходится. Ну, в принципе, нам будет нормально. Думаю, нам будет нормально. Смотрим. Вот так. Он не помещается. 500, 464. Давайте просто сделаем немножко меньше. Вот тут gap. Давайте сделаем 40 пикселей, чтобы не поместилось. Оно не помещается все равно. Давайте посмотрим, что тут. Тридцать 6 не помещается. А тут у нас сколько? А тут 35. Ладно. Давайте сделаем текст 3XL. Немножко отойдем от макета. Давай. Вот, помещается, отлично. Есть. Теперь текст. Он у нас margin top, можем добавить 5 просто и уже готов. MT. Ну, давайте 4 пикселя сделаем. Теперь форма. Давайте подумаем форму, потому что я пока что не могу придумать. 60 пикселей margin top, единственное, что я уже придумал. Класс MT 60. Flex. Давайте пока так. Flex. Давайте класс width full. Сейчас что-то будем думать. Давайте стилизуем input. Padding 14-20. То есть мы py делаем 14 px 20. Rounded. Сколько у нас тут? 12 XL. XL же? XL. Там какой-то есть, наверное, box shadow. Вот так. То есть мы можем делать bg white и shadow. Так, вот так. Тут пробелы просто убираем, а здесь ставим нижнее подчеркивание. Сохраняем. Есть. Тут бы я немножко поменял бы outline, поэтому мы на инпуте, когда он фокус, мы говорим, что outline blue violet. Сохраним, посмотрим. Есть. Вот она такая фиолетовая, как и надо. Отлично. Теперь нам еще нужно сделать placeholder. То есть мы можем так же само placeholder стилизовать. Возьмем вот эти вот стили. У нас тут что? У нас, да что ж.
Font size 13, line height 22, color blue violet. Placeholder текст blue violet. Placeholder текст 13 px. И placeholder мы делаем фонд medium, там, по-моему, был, или сколько там был. Да, medium. Сохраняем. Есть. Текст оставим черный. Теперь с кнопкой. Нужно разобраться с кнопкой. Давайте мы сделаем паддинг. Давайте так. Я пока не придумал никакого решения. Делаем flex, bg, blue, violet. Дальше будем смотреть, как оно работает. Вот так, да? Тогда мы добавляем items center, justify center, текст white, паддинги по 39, по 40 пикселей, то есть паддинг x по 10. Вот так. Есть. Rounded LJ. Rounded LJ. LG. Текст. Что у нас тут по тексту? 18:27. Это текст, наверное, текст large. Да, текст large. Если мы сделаем здесь flex, просто shrink 0, чтобы она не уменьшалась. Вот так вот. Теперь нам нужно как-то этот input как мы этот input засунем под кнопку? Сколько там пикселей примерно? Непонятно, да? Ну, кнопку. Ага. Абсолютом можно было бы эту кнопку сделать. Можно было бы сделать эту кнопку абсолютом. А что если мы просто input сделаем где-нибудь вот тут сейчас добавим, потом оно отформатирует. Margin right 10 только с минусом. Вот так. Мы ее просто там спрятали куда-то. В таком случае... В таком случае фокус не очень красивый. В таком случае не очень красивый получается фокус. Ну а какой тогда фокус тут сделать, если оно... Если оно... Ну в любом случае оно же не предусмотрено по-другому. Ну тут... Давайте мы оставим так, потому что, смотрите, ну какой мы тут другой фокус сделаем, если у нас все равно input находится за кнопкой, и все равно... Можно, знаете, как сделать? Ну, давайте попробуем. Form. Нет, не хочу я так делать. Давайте мы оставим так, потому что, ну, просто я пока не могу придумать на ходу вот такое вот решение, чтобы оно было... Потому что если мы растянем кнопку, чтобы при фокусе у нас не было вот этих... Давайте приближу. Чтобы при фокусе у нас не было вот этих выпадов бордера, то тогда без фокуса эта кнопка будет больше, чем input. Она будет выглядеть не так, как надо. Так что давайте оставим, наверное, так, как сделано. Макет все-таки бесплатный, поэтому так и оставим. Едем, 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 едем. Ну, места, в принципе, хватает. На MD я бы margin top сделал поменьше. У нас форма на MD MT 10 я бы сделал вот так.
До SM сможем дотянуть? По-моему, нет. Вот тут. Давайте там. Ну, тут кнопку я бы... Давайте на MD мы что-то с кнопкой придумаем. Вот тут на MD PX мы сделаем 5, например. Вот так. Тогда мы будем помещаться. Отлично. И на SM мы уже просто это перевернем. Ну, то есть сделаем одну колонку. То есть на SM мы делаем grid calls 1. В таком случае картинка идет первая, а потом идет форма. Такой вариант мне не подходит, поэтому для формы мы на SM делаем order 1. Ставим его на первое место. Теперь мы просто перевернули. Так. Тогда, значит, div с ну я же не там, я неправильно сделал. Не в форме, а всему вот этому элементу. Класс. Вот так. То есть всему элементу, где заголовок, где текст, мы ему делаем order 1. Таким образом мы его должны перевернуть. Но, наверное, тут нужно тогда сделать класс order 2. Order 2. То есть указать обоим элементам их порядок. И тогда мы возвращаем форму. Сначала будет форма, потом будет картинка. Ну, не очень красиво получается с вот этим элементом FAQ, потому что я не дизайнер, я его сам рисовал. Видите, как оно не смотрится визуально. Но наша задача была тут потренироваться, сделать вот такие базовые элементы, а не сделать все это прям супер шикарно в плане дизайна. Вот так. Вот так. И теперь нам остается футер. Остается футер. И давайте теперь займемся футером. Теперь футер. Что мы будем делать с футером? Поехали. Во-первых, идем сюда. Закрываем. И создаем тут футер. Ширина 1161. Мы сделаем 1160. Тут div будет с max width 1160 px. mx auto. Мы сделаем здесь два элемента. Сделаем здесь flex, justify between. Тут будет первый элемент, где будет у нас max width, сколько тут? 232. Класс max width, может тут есть какое-то похожее значение. Ага, 320 минимальное. Значит, 232 px. Тут у нас будет какой-нибудь, во-первых, логотип и какой-то текст. У нас самый обычный, только текст XS. Класс текст XS, текст white. И margin top 15. Ну, мы сделаем margin top 16, потому что у нас нет 15 значения такого. Так, футер, сам background вот такой. То есть мы самому футеру делаем класс bg вот так. И паддинги у него есть 65, 50. Паддинг топ 65 px. Паддинг bottom 50 px. 50 px. Смотрим. Есть. Теперь второй элемент. Второй элемент я бы сделал его гридом, наверное. То есть вот тут у нас есть первый элемент, вот тут второй. Будет grid. Grid calls 3. И будет 3. Раз, два, три. В принципе, у нас будет два одинаковых. То есть вот тут мы можем сделать какой-нибудь P.
текстом, а дальше будет UL, внутри будет li, внутри будет a, тоже с текстом. Давайте возьмем такой. Давайте мы в первую очередь все это стилизуем теперь. Сюда у нас 500, 20, 150. То есть мы можем сделать здесь класс font medium, текст white, текст 20 это у нас XL или large. Это XL. Так, сохраним, посмотрим, как оно смотрится. Нормально смотрится. Теперь ашки. Мы делаем класс, текст white, 400 подходит, 15, 22. Ну, давайте сделаем 14 его, текст SM. И на hover сделаем текст blue violet и сделаем transition colors. Вот так. Сюда закрываем. Есть, отлично. Теперь можем это скопировать. Раз, два, три. Сколько там было? 4, по-моему. 4. About us. Pricing. Contact us. Теперь мы можем этот блок скопировать, потому что второй такой же. Только тут поменять контент. Так. Так. Так, конечно, надо было еще указать gap. Ну ладно. Так. Есть. И третий элемент у нас, в принципе, можем тоже его скопировать. Вот эту UL-ку. Или нет. Или давайте пока возьмем просто текст. Там у нас текст get in touch. Вот так. Потом мы можем вот эту вот историю с первого элемента тоже вытащить. Вот так. И дальше у нас там идет иконки социальных сетей. Мы можем сделать это следующим образом. Мы сделаем UL, внутри будет li, внутри будет a. Вот так вот. И в каждую мы сделаем flex, gap. Вот сюда вот класс flex. Items центр на всякий. И gap 3. То есть 12 пик, там 13, у нас будет 12. И в каждую вот такую ашку добавить иконку. Copy as SVG. Первая есть. Copy as SVG. Вторая есть. Третья есть. Четвертая есть. Сохраняем, смотрим. Вот так вот у нас это получилось. И давайте теперь смотреть, как мы можем это сделать. Во-первых, вот эти отступы. Есть какой-то гэп 72, 72. Давайте идем в самый верх и будем разбираться, как нам с этим работать. Так, grid calls, gap 72px. Сохраним, посмотрим, что у нас с этого выйдет. Оно у нас на всю ширину. Давайте мы тоже его ограничим. 600 пикселей. Max width 600 px. Это может быть не самое лучшее решение, но что я уже устал. Поэтому сделаем так. Если мы ограничиваем, тогда зачем нам тут указывать gap? Вот так. Раз мы уже его ограничиваем. Так, вот тут в UL-ках нужно добавить тоже gap 5 и margin top 15. Но мы все это немножко сократим.
Так, это не тот гэп. Вот UL и UL. Вот тут тоже есть UL. Мы сделаем класс margin top, сделаем ему 16 вместо 15, то есть 4. И сделаем ему flex call и gap 1. Для того, чтобы сделать 4 пикселя у них отступы. И второй елка точно так же вот тут. Смотрим. Растянули. Прекрасно. Растянули. Теперь нужно вот этот список с SVG-шками сделать margin top какой-то. Только какой? 15. Ну, MT тоже сделаем 16. И какой-то на них ховер бы повесить. Давайте повесим на них какой-то ховер. Для этого мы уже знаем, что мы делаем. На A вешаем класс group, а на SVG, скорее всего, на path мы делаем класс. Если group hover, то тогда мы тут будем fill light league. Не подсказывает. Проверяем. Не отрабатывает, да? Ну давайте. Black. Так, не fill. А если... Я думаю, может быть, нам надо на circle. Вот сюда вот. Да, вот сюда. Тогда fill. А ну, если light gray. Будет видно разница? Да, будет видно разница. И тогда мы transition colors делаем. И вот такой мы... А если blue violet? Blue violet. Как оно будет? Сохраняем. Давайте сделаем вот так вот. Тогда мы каждому вот этому circle элементу добавляем. И каждой ашке еще нужно будет добавить. Transition такой. И каждой ашке добавляем класс group. Group и group. Так, закроем, мешает. И получаем вот такую вот, в последнем что не получилось. Не туда добавил. Circle. Есть, во всех получилось. Все работает. И осталось там еще копия. Это margin top 75. Теперь мы можем... Что мы тут можем? Мы можем закрыть вот это. Вот сюда добавить какую-нибудь пешку. Где мы скажем класс текст центр. Так, инспект. Добираемся до текста. И мы говорим, что 12 это XS. И color вот такой. То есть текст вот такого цвета и текст XS. Сохраняем. Так, и margin top там был 75. Давайте добавим 80, это 10. Вот так. И футер, в принципе, готов. Давайте теперь его немножко заадаптируем. Уже я немножко отступаю от дизайна. Я немножко устал уже все это делать, поэтому чуть-чуть отступаем. Но смысл-то вы понимаете. Опять паддинги. Так, на этапе здесь, ну, на large можем добавить. Или, в принципе, сразу можем сделать px 5 пикселей, то есть по 20 пикселей. Ну, 5 пунктов по 20 пикселей со всех сторон. Так, а еще заметил вот тут, да, у нас что-то в хедере не срастается. Что-то в хедере тоже не срастается. Давайте пофиксим, пока не забыли. Это не тут нужно давать. Section Hero. А не хочешь мне подсказать, нет? На large px5. Не, в принципе, надо дать px5.
Вот так. Так. Так, где у нас? А, это футер, да? Из-за футера у нас сейчас идет такая штука. Ну, в принципе, теперь ок. Вот тут бы, конечно, я еще хедеру тоже. Не на large px5, а просто px5 и все. Есть. И теперь у нас будет хедер с отступами. Все красивенько, как надо. А это мы сейчас пофиксим, потому что это из-за футера у нас так случается. Поехали. Так, 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 так. Как будто бы на 9.9.2 уже надо что-то делать. Что мы можем делать на 9.9.2? Если мы просто это перенесем, давайте просто экспериментировать. Вот тут, на этапе MD мы делаем flex wrap. Вот так переносим, хорошо. Flex wrap и на MD, ну, давайте gap 10. Отлично. И на этом этапе я бы уже сделал вот тут, где мы ограничили на MD, я бы сделал max width full. Растянули. Едем, 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 едем. Как будто бы на 7.6.8 на small можно сделать SM grid calls 2, например. И на small gap 5. Вот так. А вот этому элементу можно было бы сделать, наверное, то есть это последний элемент. Раз, два, три. То есть вот этому элементу класс на small мы бы делали call span. У нас две колонки, 2. Мы растягиваем на две колонки, тогда он не будет ужиматься. Вот так. И на 320 мы получаем вот такой футер. В принципе, прекрасно смотрится, отлично выглядит, мне устраивает. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Так, так. Ну, все работает, ничего не поломалось. Ничего ж не поломалось. Ничего не поломалось. Все отлично, прекрасно работает. Что ж, ребятки, на этом данный ролик подходит к концу. Попрактиковались мы с вами на таких более обширных интересных моментах, которые встречаются очень часто. Поэтому я думаю, это было полезно. Я оставлю тайм-коды на все эти приколюхи, если не хочешь смотреть полный ролик. Напоминаю, что ссылка на этот макет будет в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.